Так, телеграм халативый. Так, вроде бы беззвучно. Телеграмма. Раз, два, три, четыре, пять. Телеграмма халативый. Масера Бюстикюэль. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Бюстикюэль. Так, доброй ночи, дорогие мои друзья, подписчики. Так, у нас сегодня суббота. Вечер эфира. Так, мы на месте. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. И я на месте, и вы на месте. В прошлую субботу у нас был такой более насыщенный эфир. Мы до, кажется, 4 или 5 часов утра были в эфире. Было интересно, так сказать. Ассаламу алейкум. Башламу алейкум. Дикэш, наш брат. Когда ждать интервью с тобой? Черкескина. Так, ну, я надеюсь... эфир как начался сразу у нас. Так, с артиллерией, так сказать. Ну, уважаемые друзья, мы были 2 дня тому назад в гостях в Карачаево-Черкесии. Нас пригласили на подкаст обсудить, так сказать, злободневные интересы, касающиеся истории, географии, границы и вообще касающиеся тематики после нашей, так сказать, совместной встречи эфира с Карачаевкой Мариям. Вот, изъявили желание, чтобы мы встретились вместе, пообщались. Я выехал вместе с братом в Карачаевск. Добрались хорошо, встретились, пообедали, ознакомились, так сказать, с достопримечательностью города Черкесск, с людьми, так сказать, пообщались. И, само собой, провели подкаст. Подкаст длился где-то приблизительно, наверное, ну, плюс-минус 2 часа. Когда он выйдет, честно сказать, это прерогатива человека, который непосредственно пригласил нас. Но я надеюсь, что в ближайшее время вы увидите подкаст, нашу встречу, наше обсуждение на земле, так сказать, черкесов, карачаевцев и так далее. Для меня этот эфир был очень позитивным. Думаю, что точно так же это было и хозяину данной студии, блогеру, который пригласил. Очень конструктивный диалог. Какие, что вещи и как они проходили, коротко мы ознакомили вас в качестве тизера. Но будем надеяться, увидите. Надеюсь, вам понравится. Мы, по крайней мере, высказали и рассказали правду, как есть. Вот. И, конечно, для того, чтобы сказать или высказаться о своей истории, мы не приглашаем ишаков с красными тюбетейками из соседнего региона.
потомственных, как там, горшочников потомственных и так далее и тому подобное. Мы решаем свои вопросы сами, так сказать. И нам для решения своих проблем или проблем истории, региона, соседей не нужны. Так что вот так как-то, кто не понял, тот поймет. Думаю, что вам это очень эфир понравится. Будем ждать подкаста. Так сказать, как сказал один из моих братьев, пока некоторые пытаются начать войну подкастов, мы же будем идти своей дорогой. Так, и постараемся вас порадовать, так сказать. По крайней мере, я на это надеюсь. Так. Вот так более естественно, да? Башлам заметил, как наших некоторых соседей объединила ненависть к чеченцам. Ну да, конечно же. О том-то и речь. Конечно же. Когда на самом деле ложь проигрывает, лживые люди проигрывают, они из последних сил пытаются зацепиться, подтянуть себе подобных нарнийцев, лжецов, сказочников. Вот. Но, так сказать, пускай подтягивают с красным горшком на голове, и кто уже лакит сионист, живущий на наших землях и в домах горшком. Машлам, что за аэропорт Магаса ты выкупил назло нарнийцам? Правда ли? Не знаю. Я вроде бы, насколько я знаю, неправда. Аэропорт, вот эти последние дни идет очень большое прямо сопереживание, обсуждение, кто же все-таки купил аэропорт и кому он принадлежит, Сулейманову или же чеченцам. Если Сулейманову, то это хорошо, по их утверждениям, а если чеченцам, да как такое можно было допустить? Вот так и живем. Честно сказать, это, если это чей-то бизнес, кому хочет, пускай тому продает. Скажу так, да, в Чечне таким вещам не уделяют огромного внимания. Честно, у нас есть очень огромные бизнес-проекты многих ингушей. Алейкум салам. И это вполне нормально, естественно, поскольку чеченцы как считали, так и считают ингушей братьями, единым народом. Здесь с этим проблем нету. Здесь никто не говорит, чтобы не разрешали продавать клубнику чеченцам или продавать что-либо, там, индюшатину, курятину ингушам, мясо и так далее и тому подобное. У нас таких вопросов нету. Альхамдулилlah, здесь такие вопросы не распространяют и не обращают на это внимания. Поэтому за свой регион я переживаю, что там творят в соседнем, какая разница, кому принадлежит аэропорт. Главное, чтобы люди были довольны. Башлам, подкаст с тобой. Подкаст еще не вышел. Когда он уже выйдет, мы тизер закинули, распространили. Когда он выйдет, вы ознакомитесь, посмотрите. Так что у нас, так сказать, выезды с подкастами в соседние регионы начались. Есть приглашение с Кабарды, сейчас посмотрим, если получится. Также есть приглашение с Осетии, тоже некоторые блогеры приглашают туда, чтобы провести совместный эфир. Вот. Два вот пока приглашения с Черкесии, а с Кабарды, точнее с Адыгеи,
получается, да? От братьев адыгов мы получили и от наших соседей осетин. По крайней мере, это то, что получил я приглашение. Как получится по времени, когда и что, тоже покажет. Ну, пока наш подкаст от братской Карачаево-Черкесии должен скоро выйти. Он проходил на территории Карачаево-Черкесии, мы были приглашены. Я надеюсь, что вы посмотрите, оцените. Мне очень понравился сам подкаст, и понравились вопросы от наших братьев, наболевших, так сказать, да. Ведущий Сулим был великолепен, поэтому, Башлам, по-моему, ты не замечаешь некоторые сообщения от меня. Я читаю все сообщения, которые дошли до меня. Вот. Интересно, каким себя мужчиной и мусульманином считает этот Зураб, который и другие даги, когда они выступали на митингах против нас, вместо того, чтобы сглаживать углы о наших отношениях, какой позор. Вот такой был вопрос. Как себя чувствуют? Ну, по последнему подкасту, который мне прислали, я так думаю, горшочек наш чувствует себя востребованным, но он как, извините за такое выражение, как тёлка, не хватает ему внимания, он и так, и сяк хочет и назвать руководство региона, и научный мир, и научный истеблишмент каким-то образом. То он вечно плакал, как Жиру пытался сказать, что якобы как вести с человеком диалог, если он там читает, там очень медленно запинается и так далее. Ну, внимания нет, понимаете? Внимания нет на нашего ослика красногоршочника. Он, в принципе, чувствует себя хорошо, потому что его подбадривают такие же нарнийцы, как он, с таким же развитием умственного IQ. Что еще можно сказать? Ну, видать, его это как-то радует, наверное. Не больше, не меньше. Что я могу сказать? Ну, закидоны, вот эти выбросы в адрес нашего народа там. Особенно мне нравится, когда он пытается играть на этих постулатах справедливости, якобы. Facebook писали, что-то Башлам долго молчит. Было бы правильно, так, дальше, сейчас ободал. Было бы правильно и много полезного, если бы наши историки ездили к друг другу и просвещали людей об истории. На конференции, интервью и так далее. Много пользы для объединения народов. Но это не столько зависит от меня, сколько должно зависеть. Возможно, такие конференции есть, возможно, под это выделяются какие-то «Алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату». Вот как раз и наш брат и блогер с Карачаево-Черкесии, Худусов, официал, видите, ник. Многие Худусов спрашивают и задают, когда же наконец-то выйдет этот подкаст. Все спрашивают, хотят увидеть его. Так что это вопрос к нашему брату, вот, Худусову, официалу. Вот он вам ответит на этот вопрос более точно. У него ответ на этот вопрос должен быть. Что касается приглашения и обсуждения с историками общей истории, я думаю, что этот вопрос должны решать различные представители из Академии наук, университетов. Поэтому я надеюсь, что все это будет. Вот так вот. И первый человек, который сегодня с самого начала нас поддержал, это наш подписчик из YouTube канала. Дишни Лорс задонатил через YouTube
программу Donation Alerts. Дышни, да, Сидвал, да, Духуахол, огромная благодарность за то, что поддерживаете наш канал. Благодаря вашей поддержке мы существуем. К сожалению, прошлое воскресенье мы использовали весь лимит, все, что у нас было, весь трафик. У нас в последнее время, честно сказать, как вы знаете, благодаря вот этим техническим проблемам не всегда получается подряд 2-3 дня проводить, поскольку люди, которые могут, так сказать, использовать этот момент, старшие не знают, молодые не столько этим увлекаются, да и вообще поддержка каких-то научных, патриотических каналов у нас не столько, как говорится, развита, к сожалению, в отличие от других. Ну да ладно, огромная благодарность Дишни Лорс. И мне нравится, особенно когда помогают, донаты, пишут свой тейп. Тогда можно благодарить и человека с этим именем, и тейп. Это бывает и лишний раз повторение, чтобы каждый заинтересовался тейпом, историей и так далее и тому подобное. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Вот. Что касается остальных моментов, выездов, обсуждений, мы, конечно же, будем и дальше работать в этом направлении. Дышни Лорс донатил. Да, абсолютно верно, я так сказал. Итак, я хочу еще с одним донатом показать и ознакомить вас с один из наших братьев, Акинский Волк, задонатил вот такую книгу. Он говорит, здесь есть очень моменты. Эта книга называется «Ингуши не забудут родных очагов и могил предков». Здесь очень много некоторых документов исторических. Посмотрим, насколько достоверно, но документально в основе своей. Книга написана, я посвящаю этот роман трагически погибшему брату в 1987 году, Аджигову Руслану Султановичу. Вот. Но по остальное я вот смотрел, вы можете сказать, при чем тут роман и история. Нет, здесь в основе своей используются исторические документы с датами, с переселениями. Как мы уже сообщили, известный ингушский краевед Берснум Газиков продолжает свои поиски, связанные с историей культуры нашего народа. Ну, вот такие моменты. Тут имена Кулу, Таус являются очень популярными среди ингушей. Има Кулу, русский вариант Калвай и так далее и тому подобное. То есть можно ознакомиться. У меня уже больше литературы про наших братьев ингушей, чем, наверное, своих. Ну, по крайней мере, люди понимают, что это нужно для нашей истории. Если что-то касается нас, мы берем, остальное мы не вмешиваемся. Так что брату Адаму огромная благодарность за эту книгу. Книга очень такая историко-документальный роман, он написан. Здесь содержание коротко. Алмазов Иса Геннадьевич. Первое, как говорится, заглавие, предусловие. Второе. Кавалеры ордена Святого Георгия 4 степени. Часть 1. Историко-документальный роман родных очагов и могил предков. Часть 2. События в ЧССР 1989-1992 год по проблеме ингушей. Это 512 страница. Это очень важный момент для нас. Посмотрим, как его освещают. И 3. Ингуши 59 лет ждали восстановления Республики Ингушетия. Очень интересный момент. 59 лет ждали восстановления Ингушетии. И те люди, которые говорят, что якобы кто-то, или ты, или я, или мы, это все сделали, что чеченцы там написали ингуши в Назрани и все остальное, это, конечно же, показывает, что это полнейшая ерунда, поскольку здесь, на этих книгах, кстати, огромное количество фотографий, старых фотографий семейных, я так понимаю, не только семейных, но в основном.
Справка о реабилитации. Даже есть командир особого отряда по ликвидации бандитизма. Аджигов. Бандитизма, особого отряда по ликвидации бандитизма. Там. Аджигов Гумакей Ларсанович, 1885-1977 год. Справки из НКВД, фотоприложение. Так что я думаю, что эта книга даст нам очень много и очень много нужной информации. Мне особенно понравилось первое событие ЧССР 1989, 512 страница. И ингуши 59 лет ждали восстановления Ингушетии. 582 страница. 582 страница. Так, сейчас посмотрим. Коротко, если пробежаться. Так. Здесь есть очень интересные документы. Председателю парламента Чеченской Республики Ахмадову Хосе. Уважаемый председатель, принятое парламентом Чеченской Республики постановление номер 68 от 8 января 1992 года о реорганизации Сунжинского района и установлении государственной границы между Чеченской Республикой и Ингушетией, являясь правоверным по своему содержанию, привело к обострению взаимоотношений между братскими чеченскими и ингушскими народами. Причиной этому, на мой взгляд, явилось напоминание частью ингушского народа наших истинных намерений, побудивший парламент принять такое постановление. В условиях отсутствия избранных ингушским народов парламента и правительства, с которым Чеченская Республика могла бы вести переговоры о границах, есть опасность, что этот вопрос может стать причиной дестабилизации ситуации. Учитывая вышеизложенное, мною принято решение наложить вето на постановление парламента номер 68 8 января 1992 года. Надеюсь, что высокочтимый парламент, осознавая свою ответственность за судьбу народа, примет взвешенное решение. С уважением, президент Чеченской Республики Джохар Дудаев. Вот то самое решение, которого якобы не существовало на этой книге, вот в верхней части, где Джохар Дудаев говорит, что это якобы приведет к дестабилизации. Вот я же говорю, интересные моменты, с первых же страниц интересные моменты. И здесь у нас начинается, конечно же, с описанием, как это вето, которое наложили на решение парламента о возвращении Сунжинского части Малгобекского района. Это в 1992 году. Это когда Джохар Дудаев, это официальное заявление с подписью Джохара Дудаева и постановление. Ингуши 50, часть 3. Давайте коротко ознакомимся. Если у вас, конечно, потом будут вопросы, мы постараемся ответить. Часть 3. Ингуши 59 лет ждали восстановления республики. Голос Чечено-Ингушетии. 4.01.92 год. Город Грозный. Постановление парламента Чеченской Республики о полномочиях Временного комитета самоуправления Сунжинского района. 4.01, то есть 4 января 1992 год. Город Грозный. Парламент Чеченской Республики подтверждает полномочия Временного комитета по управлению в Сунжинском районе, созданным в январе 1992 года в составе Чехоев, председатель комитета, Гужаев, член комитета, Пажигов, член комитета, Еферяу,
Акиев, член комитета, Витаев, М, член комитета, Чедаев, член комитета, Умаханов, А, член комитета, Сулаев, М, член комитета, Эмриев, Х, член комитета, Баргашвили, член комитета, Тагилов, Р, член комитета, Кикаев, Р, член комитета. Данный комитет вправе осуществлять подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления 18 января 1992 года, обеспечить сохранность государства и общественного имущества, контролировать и осуществлять производственную и хозяйственную деятельность в районе. Второе. Предусмотреть создание и размещение в районе в целях защиты граждан военных формирований. Председатель парламента Чеченской Республики Х. Ахмадов. Это 92 год. Что очень важно. Каждый документ, как говорится, имеет важное значение, поэтому все мы зачитаем официальные документы. Голос Чечено-Ингушетии. 10 января 1992 года. Постановление парламента Чеченской Республики 8 января 1992 года за номером 65 Грозный о реорганизации Сунжинского района и уступленной государственной границы между Чеченской Республикой и Ингушетией в связи с образованием на территории бывшей Чечено-Ингушской Республики независимого чеченского государства и провозглашение ингушским народом декларации о создании ингушской автономии в составе Российской Федерации, парламент Чеченской Республики постановляет: первое. Реорганизовать Сунжинский район бывшей Чечено-Ингушской Республики, выделив из этого состава земли ранее существовавшего Первомайского Галашинского района. В состав Сунжинского района Чеченской Республики включить территории следующих станично-сельских поселковых советов. Первое. Асиновка, станица Асиновская, село Чемульга. Второе. Несторовский, станица Нестеровская. Третье. Орджоникидзевский, станица Орджоникидзевская. Четвертое. Серноводский поселок курорт Серноводский. Пятое. Троицкая, станица Троицкая. Шестое. Орштинский, село Оршты. Седьмое. Карабулакское, поселок Карабулак. Восьмое. Вознесеновская, станица Вознесеновская. Ахкиюрт, поселок Южный. Красная Горка с возвращением территории отторгнутых горсовета города Малгобека. Девятое. Селение Псидах. Десятое. Селение Вежери-Юрт. Что там говорили и рассказывали о том, что якобы Псидах и не претендовали на селение Псидах. Здесь четко в документе указано 9 пунктом селение Псидах. Парламент Чеченской Республики 92 года говорил о возвращении его. 10. Это Вежери-Юрт. Правобережную часть Фортанги с ее верхним течением входила ранее в состав Чечни. Вот как раз таки о правобережье верхней. Здесь, на этой книге, которую написал Ингуш, вот она. Книга великолепная. Адам красавчик. Дересхил. Здесь столько документов, выложенных самими ингушами. Это просто бомба. Это просто бомба. Вот таких документов у меня не хватало как раз таки. И Дересхил ингушским писателям, которые выложили правду и истину, которая здесь есть. Это просто великолепно. Здесь четко указано, я хочу, чтобы вы услышали еще раз, правобережную часть реки Фортанги в ее верхнем течении, входящие ранее в состав Чечни, включить в состав Ачхаймартановского района. То есть оно и ранее входило туда, и включить его в Ачхаймартановский район. Вот что очень важно. Я не знаю, куда там осел с красным горшком хотел говорить про конюшню и лошадей, но ослам никто не должен отправлять никакие документы. Да и зачем нам ослиные документы с красными горшками? Это кто не понял, тот поймет. Ну да ладно, дальше, читаем дальше. Поручить комитету и оперативному управлению народным хозяйством Чеченской Республики произвести размежевание границ между Сунжинским районом Чеченской Республики и Ингушетией. Пятое. Предложить президенту Чеченской Республики до избрания исполнительных органов самоуправления на местах вести в Сунжинском районе президентское правление. Шестое.
Все спорные моменты, касающие сути данного постановления в той и другой стороны, будут рассмотрены после определения статуса ингушской государственности и избрания ее законных государственных органов. 7. Настоящее постановление вступает в действие с момента его принятия. Председатель парламента Чеченской Республики Х. Ахмадов. Вот что заявили непосредственно заявление, которое было сделано и опубликовано 10 января 1992 года. А теперь читаем обратное. Обратное заявление со стороны или нет. Читаем дальше. Заявление парламента Чеченской Республики в связи с определением границ с Ингушетией. Это очень важно, потому что это наша история. Это очень важно для тех людей, которые очень любят работать с документами. Я надеюсь, что вы по датам, по документам, еще раз повторю. Заявление парламента Чеченской Республики в связи с определением границ с Ингушетией. Руководство и народ Чеченской Республики неоднократно заявлял о необходимости сохранения единой Чечено-Ингушской Республики. Это заявляет парламент Чеченской Республики. Однако общественно-политические процессы привели к тому, что ингуши 30 ноября 1991 года, то бишь за год вперед, путем референдума, в том числе и проживающие на исконно чеченской территории, выразили свое желание остаться в составе Российской Федерации. Парламент Чеченской Республики уважает и признает право ингушского народа на создание своей государственности. В связи с самоопределением ингушского народа закономерно возникает необходимость определения государственных границ Чеченской Республики с Ингушетией. Чеченский народ всегда оказывал братскую поддержку ингушскому народу, как в борьбе с иноземными захватчиками за выживание, так и в освоении плоскостных земель, что очень важно, прошу заметить. Это заявление сделано в 1992 году. То же самое, что мы говорим сейчас. Освоение плоскостных земель. Это очень важно, исторически. Я хочу, чтобы вы понимали, что это официальное государственное заявление, на уровне государственного заявления, поскольку сделано парламентом Чеченской Республики того периода. Прошу заметить, здесь нету ни одного слова еще здесь идет только Чеченская Республика. Приложения Ичкерия здесь нету, чтобы вам было понятно. Мы начали с первых страниц зачитывать. Книга Атас, просто бомба. Очень хорошая книга. Документы хорошие. Я, честно сказать, не рассчитывал, что буду вас знакомить с этими документами, но самому понравилось. Реально, потому что мне очень многие задают вопросы и говорят, что мы от себя тяну несем, что нету этих документов, но хочу ознакомить вас. Дальше. Составление своей государственности. В связи с самоуправлением. Так. Подождите. Братскую поддержку ингушскому народу, как в борьбе иноземными захватчиками за выживание, так и с освоением плоскостных земель, приостановив в частности в его пользовании равнинную часть современного Назрановского и Малгобекского районов. Это они рассказывают, как помогали приобрести и освоить плоскостные территории Назрановского и Малгобекского района. В период имамата между Чечней и Ингушетией существовала государственная граница, далеко не совпадающая с той, которую установила царские генералы. Так, в 19 веке от Чечни были отторгнуты земли Вседавской общины, Галашкинского и Карабулацких обществ, часть которых была заселена ингушами, другая казачьим войском. Уважаемые мои друзья, книга, вот она. Все это описано. Многие вещи, которые мы даже и не знали. Здесь четко указывается, что еще на тот период, в 92 году, до этих, то есть старшего поколения, Бимбулата Богатырева, Сейнарева и всех остальных того периода, Сереждина Султыгова, Идриса Абадиева, все они были ознакомлены с этими документами. Вот откуда растут эти ноги. Еще с тех пор это идет, эти разговоры по этим землям. И здесь четко описано, как парламент Чеченской Республики того периода, 91
года, 92 года, сообщает им. Ладно, не будем отвлекаться, зачитываем. В период имамата, еще раз повторюсь, в период имамата между Чечней и Ингушетией существовала государственная граница, далеко не совпадающая с той, которую установили царские генералы. Так, в 19 веке от Чечни были отторгнуты земли Псидавской общины, Галашкинского, Карабулакских обществ, часть которых была заселена ингушами, а другая казачьим войском. Затем, в 20-30-е годы нашего столетия, в первые годы советской власти, границы между горскими народами устанавливались произвольно. Например, были ущемлены интересы ингушского народа при размежевании Северной Осетии, были ущемлены интересы и чеченцев. Вот так вот даже. Границы, сложившиеся между Чечней и Ингушетией к 1934 году, за период советской власти на момент их объединения устанавливались без учета исторической принадлежности тех или иных пограничных районов к определенному этносу, учитывая сложность и противоречивость процессов, приведших два братских народа к пограничной линии 1934 года в целях снятия возможных разногласий между чеченской и ингушскими сторонами для укрепления взаимных отношений с ингушским народом, парламент Чеченской Республики заявляет, что граница между Чеченской Республикой и Ингушетией будет устанавливаться в соответствии с границами, существовавшими к 1934 году. 1934 году. Ввиду преднамеренной национально-демографической политики партийно-командных органов случилось так, что на исконных землях чеченцев поселялись десятки тысяч ингушей, в связи с чем парламент Чеченской Республики заявляет, что будут созданы все условия для их социально-хозяйственного развития. Парламент Чеченской Республики официально представляет отдельные экстремистские круги и группы как с чеченской, так и с ингушской стороны, что любые попытки насильственного пересмотра границ, а также агитации и пропаганды национальной вражды будут рассматриваться как государственное преступление. Все проблемы, касающие восстановления границ Чеченской Республики, еще раз повторюсь, здесь идет речь о Чеченской Республике, не о Чеченской Республике Ичкерия, более позднего периода. Здесь идет о Чеченской Республике. По крайней мере, на документах, которые опубликовал сам Ингуш, напечатанную, да, вот, здесь так указывается. Чеченской Республике разрешены путем двух сторон. Все проблемы, касающиеся восстановления границ Чеченской Республики, подлежит разрешению путем двухсторонних переговоров. Любые попытки вмешательства с третьей стороны, ну тут имеется в виду третья сторона, красный горшок, ишачья пропаганда и так далее и тому подобное, которые пытаются влезть между братскими республиками и внести свою лепту размежевания или разобщения, который бедолага так и пытался внести в этот набор туалетной бумаги, который назывался, как он назывался, отчет или что там он говорил, ну не важно, ладно, все поняли, о чем речь идет. Третьей стороны и вопросы, касающие указанных границ Чеченской Республики, найдут должный отпор. Парламент Чеченской Республики данной декларацией официально ставит в известность Верховный Совет Российской Федерации о совершившемся факте восстановления западных границ Чеченской Республики с Российской Федерацией и выражает уверенность, что этот шаг будет способствовать улучшению межгосударственных отношений. Парламент Чеченской Республики, 8 января 1992 год, город Грозный. Вот такое заявление сделал парламент. Ну, уже что сказал Джохар Дудаев, давайте зачитаем. Все это собрано не в чеченской книге, а в книге, написанной нашим братом Ингушом. По крайней мере, книга называется «Ингуши не забудут родных очагов и могильных предков». Дальше смотрим. Председателю парламента Чеченской Республики Ахмадову Хосе. Уважаемый председатель, принятое парламентом Чеченской Республики постановление номер такое-такое, это 92 год, о реорганизации Сунжинского района с установлением государственной границы между Чеченской Республикой и Ингушетией, являясь
правоверным по своему содержанию, то есть он не отрицает, что это правоверно, привело к обострению взаимоотношений между братскими чеченскими и ингушскими народами. Причиной этому, на мой взгляд, явилось непонимаемой частью ингушского народа наших истинных намерений, побудивших парламент принять такое постановление. В условиях отсутствия избранного ингушским народом парламента и правительства, с которым Чеченская республика могла бы вести переговоры о границах, есть опасность, что этот вопрос может стать причиной дестабилизации ситуации, учитывая вышесказанное и так далее, тому Джохар Дудаев. То есть, здесь у нас получается, парламент принимает решение, хотя и там указывается, что несмотря на то, что руководство региона еще не выбрано, мы должны принять решение и принимает постановление парламента. На тот период парламент, президент накладывает вето и говорит, что это пока временно рано, хоть и правомерно, и все правильно, и так далее, и тому подобное. Вот почему не были приняты границы в 92 году. Здесь вот о чем речь идет конкретно. То, что рассказывали о том, что якобы чеченцы, там, почему испугался там Джохар Дудаев и все остальное. Я так скажу, на данный период, если бы Джохар Дудаев выполнил бы и подписал бы указание, так же, как это сделал парламент Чеченской Республики, этой проблемы как таковой бы не было в 2018 году и так далее и тому подобное. Этой деэскалации бы не было. Там еще до деэскалации с Российской Федерацией, там еще 2 года, это 92 год. Это до осетино-ингушского конфликта, здесь как минимум еще 9 месяцев. 9, кажется, или 10 месяцев. Это 8 января 92 года. И они здесь же указывают, что изъявили желание выйти, быть отдельные, провели митинги, референдумы, что они хотят остаться отдельно. Все это было в 1991 году. Здесь на документах указывается это. Но мы знаем, что первый съезд был в 1989 году. По документам. Да? В 91-м здесь опять же чеченцы, как братья настоящие, говорят, мы не против, вы можете, пожалуйста, имеете право и так далее и тому подобное. Накладывается вето. Так, дальше читаем. Здесь идет. В Серноводске состоялось очередное заседание исполкома сельсовета народных депутатов, на котором был рассмотрен один вопрос о выборах в орган местного самоуправления в селе. Кратко поясним суть дела. На территории Серноводска действует Временный комитет самоуправления Сунжского района, хотя президент Чеченской Республики Джохар Дудаев наложил вето на постановление 68 8 января 1992 года парламента ЧР, потому что оно привело бы к обострению взаимоотношений между братскими чеченскими и ингушскими народами, что крайне нежелательно и недопустимо. Проблем и без этого в Чечне и Ингушетии предостаточно. 6 из 7 членов исполкома, один не явился, высказались против действий комитета по управлению Сунжским районом. Выборы в местный орган власти в Серноводск нельзя проводить 1 февраля 1992 года. К этому никто не подготовился. Исполком сельсовета по этому вопросу даже не принял соответствующего решения. Исполком принял по обсуждению вопроса следующее решение. В связи с наложением президентской Чеченской Республики, вето Чеченской Республики Джохаром Дудаевым, вето на постановление парламента 8.6.1992 года о реорганизации Сунжского района установлена государственная граница между Чеченской Республикой и Ингушетией. Выборы местный орган самоуправления на территории Серноводска пронести на другой срок. Хотим быть с Россией. Сегодня для нас не безразлично то, что происходит в Сунжском районе.
Здесь введено чрезвычайное положение. Здесь речь идет о Сунжинском. Чрезвычайное положение, вызванное постановлением парламента Чеченской Республики о реорганизации Сунжинского района без учета мнения его жителей. Поэтому данное постановление противоречит закону и подлежит отмене. Это уже с ингушской стороны. 30 ноября 1991 года в Сунжинском районе состоялся референдум, где приняли участие ингушские, русские, чеченские представители других национальностей. Более 90% избирателей изъявили желание создать Ингушскую республику в составе России. Ингушскую республику в составе России. На территории Сунжинского района должны действовать только законы России, поэтому парламент Чечни должен пересмотреть свое решение отношения установления границ между Чечней и Ингушетией. На территории этого района около 150 лет живут русские. А еще раньше здесь жили астхойцы-ингуши пишут. Живя на этой земле, они имели общие традиции, культурные связи, родственные отношения и трудовые моменты истории поддержали друг друга. Каждый народ имеет право на свой выбор, где и как ему жить. Волевые решения не имеют юридической силы, только сам народ может определить свою судьбу. Мы считаем, что спорные вопросы надо решать мирным путем за столом переговоров, а русский народ наравне с другими имеет право отстаивать территорию Сунжинского района от всяких незаконных попыток его присвоения к Чечне. Пришедший референдум уже доказал это право. Мы за Сунжинский район в составе России. Царева Надежда, Новикова Татьяна, Кузьмина Марина и так далее и тому подобное. Подготовил наш внешний корреспондент Хашиев. Вот как изначально шла подготовка. То есть шла пропаганда, проходила подготовка. 8 января парламент принял, что поскольку были приняты еще в 1934 объединение, кстати, в то время, в 1929 году, когда Сунжинский район присоединился, Царева Надежды, Новикова Татьяна, Кузьмина Марина, Мишустина Ирина, Иваненко Татьяна и так далее и тому подобное. Все эти русские, которые якобы сейчас стали, что они хотят быть в составе России, а здесь говорится конкретно только из-за того, что в составе России. Они хотят остаться в составе Республики Ингушетия. Так что документов очень много. Будем знакомиться. Здесь очень много. Следующее идет решение Президиума Сунжинского района Совета народных депутатов о выборах. То есть, когда проводится референдум в Серноводске, и они решают оставаться в Чечне, они поднимают декларацию Джохара Дудаева и говорят, что вот Дудаев наложил вето, и что выборы в Серноводске не должны проходить. Когда говорится о непосредственно документе, который был принят парламент Чеченской Республики, здесь они сразу поднимают и говорят, вот решение местных жителей и так далее и тому подобное. Да, уважаемые друзья, к сожалению, по этому документу на сегодня я, конечно же, зачитывать дальше не будем. Если у вас на то нет желания, конечно, мы можем продолжить. С этими документами вас знакомить. Понемножку будем знакомить вас с этими документами. Еще раз повторюсь, данные документы были предоставлены и опубликованы на книге, непосредственно написанной ингушами. Я благодарен, я знаю, что здесь хоть и против нас много чего написано и так далее. Я реально благодарен ему за то, что предоставил документы, за то, что мы можем ознакомиться сегодня и сказать, что каково было решение, что же на самом деле сделал по данной тематике Джохар Дудаев. Здесь Джохар Дудаев оказывает огромнейшую поддержку в стороне ингушам. Это очень важно понять. Почему? Потому что именно решением Джохара Дудаева было приостановлено непосредственно решение принятия возвращения чеченских селений по 1934 году. И не надо сегодня некоторым
не знающим своей истории норнийцам что-то плохое говорить про Джохара Дудаева. Джохара Дудаева должны любить именно те, которые больше всего сегодня пытаются что-то сказать, поскольку благодаря ему фактически и наложением его вето этот вопрос остался нерешенным, а благодаря другим, как говорится, здесь «Голос Чечено-Ингушетии» за 25 января 1992 года и за 28 января 1992 года решение Президиума Сунжинского района Совета народных депутатов о выборах в Сунжинском районе. Это здесь уже дальше идет. Давайте я зачитаю вам их тоже. Давайте зачитаем их вам. Решение Президиума Сунжинского района за 25 января 1992 года. Положительно оценив то, что президент Чеченской Республики наложил вето на постановление номер 68 от 8 января 1992 года о реорганизации Сунжинского района с установлением государственной границы между Чечней, Республикой Ингушетии, на основании которого исполком Серноводского сельского совета народных депутатов принял решение от 21 января 1992 года о непроведение выборов на территории селения Серноводска, Президиум Сунжинского райсовета народных депутатов отвечает, что все еще остается в силе постановление парламента Чеченской Республики о полномочиях Временного комитета самоуправления Сунжинского района от 4 января 1992 года, где утверждается Временный комитет фактически не выбранный на выбранных населенном района, в том числе с жителями селения Серноводска, которому дается право проведения выборов и органов местного самоуправления. То есть выбранный комитет имеет право, и они по закону действуют и могут провести, несмотря на то, что Джохар Дудаев наложил вето, что они имеют право провести в Серноводске данное. Не отмечается и не отменено и не приостановлено действие пункта 2 того же постановления, где сказано предусмотреть создание и размещение в районе в целях защиты граждан воинских формирований согласно решению сессии Сунжинского райсовета народных депутатов от 12 октября 1991 года органы государственной власти района осуществляет свою деятельность на основе закона РСФСР в целях предотвращения осложнения сложившейся напряженной обстановки в Сунжинском районе Президиума Сунжинского района Совета народных депутатов, отдела внутренних дел района Хасбеков А.Х., председателем исполкома местных советов, принять меры к тому, чтобы в Сунжинском районе четко выполнялись законы Российской Федерации, согласно которому никакие выборы на территории района недопустимы до декабря 1992 года. Второе. Довести до сведения парламента, президента и Центральной избирательной комиссии Чеченской Республики, что попытки проведения выборов на территории Сунжинского района до разрешения вопроса о границах являются незаконными и могут привести к общественно-политическим осложнениям. Р. Татьев, председатель Президиума Сунжинского районного совета народных депутатов 21.01.1992 года. Очень интересные моменты. Здесь непосредственно показывается противостояние благодаря тому, что ингуши выбрали сторону России на данный период. То есть здесь говорится, если кратко объяснить вам, здесь хотели провести, поскольку вето, которое было наложено, несмотря на это, то, что парламент хотел провести выборы в Сунжинском районе, реорганизация Сунжинского района, здесь уже идет непосредственно запугивание, что если до декабря месяца, пока не будет решен вопрос, что проводить там приведет к конфликту, то есть между Россией и Чеченской Республикой, поскольку Ингушетия уже сказала, что это часть Российской Федерации, то есть входит в состав России. Здесь мы знаем, что же происходит в 1992 году. До декабря дело не доходит. В октябре, кажется, или в октябре, кажется, начинается конфликт между Осетией и Ингушетией. Из-за этого конфликта происходят стычки и конфликт, который продлился, сколько там, 2-3 дня. Ну и отталкивается дальше, и выборы там
не происходит, как мы видим, не заканчивается. Обращение к чеченскому и ингушским народам, парламенту и президенту Чеченской Республики. Мои представители научно-педагогической общественности ЧИР, не входящие ни в какие политические партии и группировки, крайне обеспокоены складывающей отношения между чеченцами и ингушами, являющимися по существу представителями единого вайнахского народа. Причины этого явления, на наш взгляд, кроются в том, что и в Чечне, и в Ингушетии действуют деструктивные силы, заинтересованные в разжигании националистических, сепаратистских, сектантских настроений в народе. Вот как аж. Да, есть такое дело. Причем они есть и до сих пор. В Чечне, конечно, почти нет. Ну да ладно. Эти настроения подогреваются определенными политическими кругами России. Об этом свидетельствует тот факт, что руководство России, охотно принимая на себя роль правопреемника бывшего СССР, неоправданно затягивает реализацию закона о реабилитации репрессированных народов, в чем обусловлено решающей степени обострения межнациональной обстановки в регионе. Заветную историческую мечту, цель наших народов о создании своей государственности нельзя подменять преступными средствами ее достижения, путем сталкивания двух братских народов. Сегодня на политическом Олимпе республики немало лиц, которые больше всех обличая большевизм, сами оказывались в плену большевистских идей и методов, амбициозные, порой явно провокационные выступления в средствах массовой информации, непродуманные действия отдельных представителей властей и структуры Чеченской Республики и общественного движения Ингушетии, продиктованные чаще всего политической конъюнктурой, эскалацией во многом искусственно созданного пограничных конфликта, привели наши народы на грань межнационального столкновения. Если мы это допустим, то не достигнем нашей заветной цели и будем прокляты нашими общевойнахскими предками и потомками. История войнахов, которая чужда была территориальной претензии друг к другу, говорит, что в единстве была их сила, давшая им возможность выжить как этносу. Общество, что столетиями по отношению к войнахским племенам осуществлялось сначала Российской, а затем и Советской империи, политика «разделяй и властвуй». На всякий раз, и так далее и тому подобное. Здесь это письмо дальше зачитывать я не буду. Кто его написал? О своих словах, действиях. Написала Азиева, Вагапов, Я Вагапов, М. Азиева, Ж. Гакаев, М. Гамурзиева, З. Гойгова, И. Исраилов, С. Кадзоев, М. Кадзоев, А. Куркаев, А. Касаков, М. Мужухоев, Ф. Оздоева, М. Аухадов, М. Тачиев, В. Тимаев, Х. Тачиева, М. Умархаджиев, И. Ширшов, А. Яндаров и И. Танкиев. Газета «Знамя труда», 14 января 1992 год. Так что вот так вот, я так понимаю, с этой книгой нужно ознакомиться. Так что я думаю, что это одно из самых важных приобретений, которые мы на сегодня имеем. С ним мы будем знакомиться. Я буду читать, выделять и вас знакомить. Еще раз повторюсь, книга Аджигов Тамерлан Султанович. Книга называется «Ингуши не забудут родных очагов и могилы предков». Так, опять же, на улице Чеченской напечатана данная книга, город Назрань. 100 экземпляров. Ух ты, как мне повезло.
Напечатано 10 числа, январь, февраль, март. Так, собрал. 10 марта. Я помнил штрафик, да, я лох, Телеграм мне нужно сейчас подключить. Да, я нахуй. Вот так бывают технические проблемы, друзья, особо делаешь. Close закрыть. Подключиться. Подключено. Особо делаешь. Оплатить. Так. О, все. Кажется, заработал. Вот. Мне повезло, не знаю, кому там еще повезло или нет, но книга имеет очень важно. Всего 100 экземпляров, то есть у меня есть одна, еще 99 экземпляров должны быть у кого-то. Здесь огромное количество документов, там дальше идет документы, потом идет ежемесячно. Это все вырезки, как любит наш уважаемый коллега в прошлом эфире, который был, Бархо Ама, да, ингушский националист, как он любит, здесь газета туда, газета это, газета то, здесь дальше, телеграмма, заявление, телеграмма, здесь очень много интересных документов, друзья. Закон Российской Федерации об образовании Ингушской Республики принят, когда он? 4 июня 1992 года за номером 2927-1. Вот. Опубликован в Знаме труда 11 июня. О, великолепно. Это просто великолепно. Народный депутат. Так. Здесь все документы, в принципе. Все документы. Сейнарев, то, что публиковал, Богатырев. Здесь даже есть президиуму Хазбулатов, то, что был труден путь к тебе, республика, Бимбулат Богатырев, народный депутат Российской Федерации. Но это тот, который просил ради назло чеченцам и осетинам: о Аллах, помоги мне создать республику Ингушетия, который говорил. Ныне покойный, так что его выступление. Интервью взяла Татьяна Колгина, «Щит и меч», 8 октября 92. Ох ты смотри. Ну, сплошные документы. Сплошные документы. Список армии убитых. Армии совместно с осетинскими. Ох ты ж, даже так. Кровавый ноябрь. В ноябре все-таки это было, да? То есть список убитых даже здесь есть. Да, я думаю, что... Да уж, вполне возможно, что этой книгой заинтересуется ЦП и МВД, если еще не выше. Там есть некоторые документы, которые сейчас я увидел. Не знаю. Возможно, эта книга будет последнее, что написано в таком роде. Потому что такие заявления делать это очень опасно. Ну да ладно. Это уже вопросы не ко мне. Книгу мне она нужна из-за документов. Документы там есть. А остальное, конечно же, как мы знаем, дальше. Ладно, задавайте вопросы. Да, и пока еще не начали по вопросам, я обязательно, кстати, еще раз повторюсь,
по этой книге, по документам. Скоро я знаю, что мне просто завалили просто-напросто с этим подкастом, что вот, посмотри, что там горшочек плачет красный, что там чатузик там что-то ноет, там пытается назвать то троллями, то блогерами и так далее и тому подобное. Я никуда отправлять не буду, это уже пускай сами органы занимаются этим. Поэтому дальше карты скоро будут, иншалла рахман, и мы разберем нашего горшочка, который вечно плачет и пытается помочь, там, уехав за бугор, сбежав, да, наш горшочек, пытается где-то там изливать душу, рассказывать там. То ноет, говорит, я там был один день, там, рассказывал про плакат, который был 5-6 метров, там написано «Чеченцы, ингуши, братьями». Данный плакат был размером, наверное, где-то с полметра. Я не знаю, где там, до 3-4 метров. Уже на этом можно было понять, что красный горшок врет. Во-вторых, там точно так же была растяжка, где написано было «Нам нужна земля, земля и еще раз земля». То есть, эту вытяжку тоже, наверное, красный горшочек не увидел. Ну, уже много опровергать там, в принципе, раз-два и, как говорится, плюнул. Ну, предоставим, по крайней мере, мы предоставим информацию по картам. Точно так же я, по крайней мере, предоставлю. Я сейчас не помню, у меня был ли вот этот, где-то у меня был этот доклад, так называемый, в кавычках, да, который можно понести в туалет, как указали некоторые представители некоторых органов, руководители определенных органов. А по остальным моментам я вас прошу чуть-чуть подождать, и, конечно же, мы ответим на эти вопросы, касающиеся непосредственно нас. Нас, я имею в виду, Нохчи. Потому что какие-то шуты, ладно, будем выражаться более корректно, поэтому... Да, я видел и по докладу, остальное тоже видел, это ерунда. Да, и дальше еще один донат, задонатили. Вот такое великолепное произведение. Это уже от другого акинского волка, Ахи Иса. Огромная благодарность ему. Книга называется «Хасу, сын Тепсы». Это поэтическое произведение, но исторически, как говорится, достоверное. 1000 экземпляров, и Хасу, сын Тепсы. Тугузов Асламбек написал. Вот, рекомендую тем, кто любит непосредственно интересные произведения. Автор иллюстрации обложки Рустам Яхиханов. Автор текстов Тугузов. Хасу, сын Тепсы. Поэма на русском языке. Поэтому последние несколько лет Асламбек Тугузов и так далее и тому подобное. Здесь, я думаю, что оно очень интересно тем, кто знает историю. Здесь описывается, вообще показывается каменная стела петроглифами. Здесь есть фотографии, да, тех, кого... Дальше что здесь есть? Вокалбау. Это акинец Вокал, да? Есть каменная стела с петроглифом Оккол Юрт. Здесь есть точно так же внук Дурдиева Хасу Эдерсуал 1872 по 1937 года. Фото 1908 года. Это все про акинцев. Могилы братьев Дурды и Хаджи на окраине села Гехечу здесь есть. В этой поэме важные, это исторически важные моменты, то, что можно. Генеалогическое древо Хасу Дурдиева здесь есть. Художница Седа Висаитова. Дальше смотрим, что у нас еще есть. Но это в основном акинцы, да. Потом автор иллюстрации Хеда Мазаева. Здесь тоже наша чеченская. Народный лекарь из села Валерик Эльмерс. Но он тоже был из Эки, потомок Воккола, если я не ошибаюсь. Старейшее население...
Старейшее население нынешнего Ачхой-Мартановского района. Опять же, тоже потомки акинцев. Автор иллюстрации Хеда Мазаева. Это башенный комплекс около. Дальше смотрим. Художник Седа Висаитова здесь. Опять же, художественное произведение. Автор, ну, здесь нападение расписывается, Акинис ловко расправливается и так далее и тому подобное. Автор Хеда Мазаев. Ну, короче, здесь в основном и убийство, если я не ошибаюсь, здесь того, кто убил генерала Слепцова, кажется, да? Чеченцы, тот, кто его убил. То есть вот все на этой поэме здесь в иллюстрациях в этой книге есть. Иса, брат, да, Алсаэл, Акинский волк, до меня дошла вот эта поэзия Асламбека Тугузова. Обязательно, у кого нету, приобретайте, читайте, очень интересно, очень доходчиво. И все, как всегда, от Асламбека очень патриотично, за что ему огромная благодарность. Это одно из наших чеченских Шекспиров, без преувеличения скажу, это вот последнее явление, так сказать, прекрасное явление 21 века, это наш Асламбек Тугузов. Дай Аллах ему все больше и больше публиковать об исторических личностях чеченского народа, героях, легендах и так далее. Вот как-то так, уважаемые друзья, две книги, которые мне задонатили, я вам сказал. Так, смотрим, ух ты ж, кто-то даже задонатил нам через Инстаграм. Смотрим. Задонатил Гирихан Нашхо, Нашхоевский волк Дересхил. Задонатил здесь, ну, Нашхой, получается. Первые это у нас были Дишни, Нашхой задонатили. Поддержали наш канал, им нравится наш эфир. Тимур задонатил, но здесь просто без сообщения. Тимур, огромная благодарность. Айса, это Гудурмесский волк, я знаю, постоянно наш подписчик. Айса задонатил, Айса Дайресхил, тоже без тейпа. Написано, Анзор задонатил и Адам задонатил. Огромная благодарность. Да, Саадуэл, Будиснег, Эзершка, Саудолетил. Еще раз повторюсь, уважаемые друзья, тут речь не идет, меня пытаются каким-то образом задеть, оскорбить и так далее и тому подобное, что там, донаты, гори, божьи. Здесь речь даже не идет о нескольких тысячах рублях, когда даже вы думаете, это очень простые ребята, которые хоть как-то пытаются помочь. Ну, чтобы было понять, вот все 6-7 человек, которые сегодня задонатили, если бы я эти деньги взял, я бы не смог купить даже половину. Вот эту книгу, которую задонатил наш брат, она стоит подкаст. 3000. Это не реклама, прошу понять. Он с собственных денег купил эту книгу и для работы подарил ее нам. Как видите, здесь есть великолепные документы, но в Чечне была война, мы многие документы утеряли. А в Ингушетии, как видно, сохранили и газетные вырезки, и документы, и он свои книги, которые, опять же, не знаю, сколько она продержится, поскольку здесь есть некоторые моменты, которые, боюсь, что заинтересуются некоторые специальные службы. Опять же, это всего 100 экземпляров. Огромная благодарность брату Адаму, я просто не знал. Здесь про псидаховцев, Псидахский район, Галашевский общество, Псидаховские общества, здесь все эти документы, все оно есть, оно очень важно. Дюлькюрташнахана, Галашки Ашбулнахана, Уарствашна, Кьечан, это очень важные документы. Вот более ранее на «Народ и земля», книга Яуза Ахмадова, тоже мы нашли там моменты. В каждой книге, возможно, не вся книга нам бывает интересна, да, но есть моменты исторические конкретно в документах. Здесь каждая газетная вырезка, четко написано, большие буквы. Я хочу, чтобы вы понимали, но, по крайней мере, когда ты долго работаешь с этими документами, я хочу, чтобы вы понимали, зрение накрывается, когда ты работаешь с телефоном, и бывает плохо видишь некоторые буквы, стираются старые книги, поэтому карты тоже с маленькими надписями, нужно большие карты, нужно их распечатывать и так далее и тому подобное. Поэтому я думаю, что это большая, хорошая копилка
За эту книгу я Адаму буду очень благодарен, больше, чем даже за книгу Руслана Музуртанову. Башлам, а ты знал, что Чабиева сама происходит из рода Чабанов? Google все помнит. Честно сказать, я со всем уважением отношусь к Чабанам, у меня нету ничего против Чабанов. Я был конкретно против того, что она оскорбляет часть чеченского народа, Уарстхуай, называя их насильственно ассимилированными, чабанами и так далее и тому подобное. Ладно, там сейчас некоторые там начинают плакать и говорить, что она взяла это там Гюльденштейда, там где это написано. Гюльденштейд, честно сказать, о Гюльденштейде и об его автобиографии, с кем он общался, вы посмотрите. Гюльденштейд, не общался с чеченцами. Там четко описывается, кто с ним общался. Понимаете? Теперешний уровень историков читать по диагонали, речь идет лишь о донатах, как же без них, ведь навчийская история зависит от зарубежных спонсоров. Тупорылая нарнийская упыриха. Специально для тебя сообщаю. Любой блогер это не государственный работник, это общественная деятельность. Причем тут зарубежная. Из-за рубежа там ничего нету. Все это жители нашего региона, соседнего региона. Мне очень много донатили. Ингуши сами донатили. Ты просто тупорылый баран и не знаешь законов вот этих. Я благодарю людей, тех, которым нравится этот эфир и поддерживают они это. Это могут быть книги, это могут быть карты, это могут быть документы, это может быть какие-то технические приспособления. Будь то петличка, будь то телефон, будь то свет и так далее и тому подобное. Таким утыркам, как ты, не понять, понимаешь? Ты тролль по жизни. У тебя нету ни мужества, ни чести, ни совести. Ты напечатал различные буквы, закинул и ноешь там, как жил. Сам ты ничего никогда не сделал и не сделаешь. Ни для своего народа, ни для кого. В этом вся проблема. Моя цель поблагодарить этих людей. Я показываю, что это простые ребята, которые любят и заботятся о своей истории. Мне интересна и важна своя история. Я пропагандирую и доношу до людей, простых людей, которые не хотят заниматься вашей политикой, вашими различными вот этими подстрекательствами. Они стремятся найти правду и истину. И поэтому я благодарю этих людей. Эти ребята не богатые. Кто 50, кто 100, кто все остальные, там без разницы. Кто по мере возможностей. Там речь не идет. Такая нарнийская, как говорится, упыриха, как ты, тебе нужно было бы посмотреть, когда вы выделяете деньги на печатание книги, которая стоит 1500-2000 тысячи штук, за одну штуку, и вы их печатаете 1000. Когда вы пропагандируете и выпускаете там много различных роликов, которые оплачиваются и так далее. За свои вопросы нужно суетиться, не за меня. Я поблагодарил людей, потому что я хочу сказать им огромную благодарность. Потому что в это тяжелое время у меня до 4 утра почти что 300-400 человек сидит в эфире, слушает свою историю, культуру и так далее. Там, если кто-то кому-то нравится, тот смотрит, что же прикреплено, смотрит снизу мои реквизиты, отправляет. Хочу просто поддержать, бисмилля, хочу, делаю, хочу, не делаю. Не делаешь, тебе никто ничего не говорит, тебе ничего не говорит, понимаешь? А зачитывать документы нужно, потому что когда я вам это рассказываю без документов, вы, как бы вас более корректно назвать, у меня слов нету, бесполые существа. Вы ноете и говорите, что я сочиняю, что я выдумываю. И поэтому я использую литературу. Почему ты, гнида, извините меня, гнида-то, наверное, это какое-то живое существо, ты бесполое нарнийское чревовещание, можешь что-то говорить или писать, когда это пишет автор непосредственно ингушского происхождения, он опубликовал книгу. Я зачитываю документы оттуда. Понимаете? И что же мы делаем? Конечно же, сейчас, подождите.
уровень, поскольку я не хочу тратить на тебя время, уровень нарнийской среднего пола, я не хочу даже тратить на тебя время. Я не обращаю внимания, но поскольку вопрос был поднят, я отвечу. Я благодарен каждому, кто поддерживает. Все люди, которые мои подписчики, это старшее поколение. Молодых почти что нету. В основном это взрослые люди. И огромная им благодарность. Я буду их благодарить за то, что они поддерживают как могут. И все. Больше ничего. Но я что вам хочу сказать? Что мы за счет этого мы не богатеем. У нас нету Бугатти Верона, мы не можем ездить по городу, раздавать там детям по 500 тысяч там и так далее, вот эти. Вы понимаете, о каких блогерах я говорю. Мы не можем дарить спортсменам Феррари, Бугатти, Мазерати и так далее и тому подобное. Мы этим не занимаемся. Мы не развращаем нашу молодежь, говоря, если ты там сделаешь это, я тебе подарю там 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч. Этим тоже мы не занимаемся. Мы рассказываем о традиции, культуре, о датах нашего народа. Еще раз повторюсь, это общественная площадка. Здесь кто хочет, тот слушает. Еще раз, для меня было очень важно, когда в прошлую субботу 4 часа утра нас в прямом эфире слушало почти что 300 человек. Это для меня в эти времена, в тяжелые, когда все работает через VPN, когда все и так далее и тому подобное. 300 человек, мужчин и женщин, слушали до утра наши дебаты, нашу дискуссию, кто же прав, кто виноват, об истории, культуре и так далее и тому подобное. Это очень важно. И это очень нужно. Мы, как и вы, можем просто сидеть там в пабликах, где там рассказывают про убийства, про оскорбления, мат, насилие, про машины, про UFC и спортсменов и так далее. Десятки, сотни тысяч сидите там, которые по сути своей ничего не даст, со всем уважением к спортсменам и всем остальным от того, что вы смотрите, ничего не даст подрастающему поколению в качестве знаний, в качестве любви к своей истории, культуре, традициям, элементарно, своих сел, своих тейпов, что-либо даже об этом. Потом, когда что-то случается, уже когда начинается съезд или собрание своих тейпов, вы начинаете, если бы мы знали свою историю, если бы мы об этом знать, никто вам ее готово не отдает. Над этим нужно работать, нужно слушать документы, нужно понимать, нужно знать наши западные границы, нужно наши северные границы знать, нужно наши восточные границы знать. Потому что некоторые незаконнорожденные утырки, извините меня, в кавычках, да, с горшками на голове, пытаются оскорбить целый народ через их академию наук, руководство, общественность, что, мол, у меня есть, я нашел эти Филькины грамоты, перефотографирование, вот здесь фрагмент карты, которую мы размножили и так далее и тому подобное. Все молчат. Между прочим, этот человек называет себя одним из ведущих историков Республики Дагестан. Дагестан 4-миллионная республика, живущая с нами по соседству, юго-восточная, восточная сторона. И этот человек пытается оскорблять. Он ранее заявлял, что там Академия имени Асхаба Бурсагова. Он занимался подстрекательством, ездил на различные эти митинги и так далее и тому подобное. Но он ездил с этим же докладом в Грузию, выступал, и опять же, его доклад мы раскладывали у нас в эфире. Когда я рассказывал вам, что в этом докладе видна четкая рука Зураба Гаджиева, там не написано его имя. Кстати, я не видел, по крайней мере. Там конкретно оскорблялась вся часть ауховцев, которые проживают. Это 200 тысяч человек. И этот человек потом заявляет и в наглую, прошло столько времени, говорит, я за справедливость, там есть небольшой хоботок по Кизляру, я один из тех, кто сказал, да, оставьте, это чеченская земля. Там не хоботок, чувачок, там хороший такой кусочек был. И это тебя никак не украшает, то, что ты в 10-100% врешь, грубо говоря, а потом один раз, когда у тебя нету отрицать фактов,
Ты говоришь, да, это чеченская земля. Я один из первых, меня там отметили. Ты кто такой вообще? Кому до тебя дело есть? Ты тот, который, проезжая регион, прячешься. И быстрее, чтобы никто тебя не остановил. Где ты проводил какие дискуссии? Я там позвал, сказал руководителю парламента. Ты кто такой, чтобы вообще это? На сегодняшний день, грубо говоря, ничего не стоит. Конечно, трудов, книги и остальное, я не про это говорю. Но почему-то все, кто заходит, и все, кто скидывает, говорит мне, опровергай, сделай его, горди, вожди, его там, не знаю, чатузики, матузики. Но эти, ладно, понятно, эти два шнурка вообще, собственно, между двумя соснами заблудятся, не знают, что вчера хавали. Я не про это говорю. Нету там ученой степени и так далее. Привели авторитетного горшка, который там пытается нам сучить какую-то карту, которая там оказывается 1800 от чеченца, из селения Алды и так далее и тому подобное. Самому смешно должно быть этому историку. Почему? Потому что поясню. То есть достовернее этой информации нету и так далее. То, конечно, есть. Карты есть и намного ранее. И как они назывались, и в каких годах они были. Это все есть. Ну, видите ли, все приходят, где? А никто не говорит, асдирдон, асарсайнт элоцун. Помоги опубликовать. Не, вот я этот материал нашел, я вот здесь это сделал. И так далее и тому подобное. Здесь по закону еще в 92 году, что никто из третьих лиц не должны вмешиваться по установлению там границ или между отношений между братьями Нохчи и Гала. Никто не должен становиться. Никто не должен становиться, понимаете? Как любят некоторые чатузики, когда им не нравится, когда им пальцем вот так махают. Братья между собой сами разберутся. Трудно, тяжело, хорошо, это мы разберемся сами. Без свечки держателя, понимаешь? Если у вас нету ни мозгов, ни мужества признать факт, что нет доказательств, вы бежите к одному, к другому. Как бы это было бы, если бы для решения каких-то своих вопросов, если бы я, допустим, обратился к соседям осетинам, сказал, осетины, у вас есть хорошее архивное управление, предоставьте мне всю информацию, которая вот здесь, здесь, здесь. Обращался я туда хоть раз? Нет. Не обращался. А если бы то же самое сделали бы, допустим, наши братья-ауховцы, которых вы несколько раз опозорили? В каком плане опозорили? Это был стыд, когда вы, зная их проблему, зная свою проблему по пригородному району, пошли брататься с теми, кто не признает и не возвращает ни дома, ни земли. Не возвращает ни дома, ни земли этих без малого 200 тысяч человек, ауховцев. Вам не было стыдно? Вы где видели, чтобы ауховцы ездили и говорили, мы побратимы там, соседям нашего народа, осетинам, в пригородный район? Вы видели такое? Нет. И не отмазывались, не говорили, это глава этого района, этого села, он сам закрыл. Да будьте побратимы с кем хотите. Тут вопрос не в этом. Но только я вам привожу пример и говорю, что мы не использовали никого. Опять же, вы хайли-майли Джохара Дудаева, что он чуть ли не там конченый там и так далее и тому подобное. Это же ваши особенно антиичкерийские высказывания. Мы никогда не будем женами Джохара Дудаева и так далее и тому подобное. Не ваши эти слова? Посмотрите на документ. Джохар Дудаев своим ветом остановил всю эту ситуацию. Хотя принятые Ахмадовым парламентские документы. Понятно, Россия как должна была вести, это совсем другой вопрос. Как они воспользовались этим моментом великолепно, или кто-то был использован этим моментом, это совсем другое. Но опять же, документы же вы опубликовали. Понимаете? А потом, валлахи, биллахи, талахи, никогда в жизни про народ я не говорил и не буду говорить. Никакой народ. Среди каждого народа есть хорошие и плохие. Еще раз, всегда говорил, ничего противозаконного никогда не совершайте и не говорите. То, что может привести завтра
каким-либо последствиям с властью. Занимаетесь историей, занимаетесь, но не занимайтесь подстрекательством. Ездить в Грузию плакать, ездить там в Дагестан плакать, потом нас упрекать, мол, вы появились там, смешались с дагестанцами, вы не чистокровные, вы полукровки. Это же ваши разговоры. Вы первый, кто написал нагайцам, братья нагайцы, в этот трагический день. Ваше письмо было опубликовано официально в интернете, в инстаграме. Мы с братьями нагайцами и так далее и тому подобное. Но в своих пабликах вы занимаетесь, говорите, чеченцы это те же ногайчи, смешались с нагайцами, вы не чистокровные, поэтому мы не хотим быть от вашего народа, у нас с вами ничего нету, а то, что есть, это вообще не чеченцы, это ингуш. Это же ваши разговоры. Со всем уважением и к нагайцам, и к сюле, и к всем остальным. Поэтому. Итак, Адлан. Адлан тоже нас поддержал. И Саид поддержали нас в Инстаграме. Вот такой. Есть вот такой донат прислали нам. Я не понял. Комментарий с транзакцией и так далее. Написано. Нохчи Фильмс, запиши подкаст. Нохчи Фильмс, запиши подкаст. Я не понял. Запиши подкаст с Нохчи Фильмсом. Нохчи Фильмс здесь вроде бы был. Здесь просят записать с тобой подкаст. Кажется, как-то так. Отправили донат. Нохчи Фильмс, запиши подкаст. Или с Нохчи Фильмсом записать подкаст. Я так и не понял. Вопрос написано. Нохчи Фильмс, запиши подкаст. Ну, это, я не знаю, это как это написали в Ютубе. Нохчи Фильмс всегда готовы с Нохчи Фильмсом. Точнее, если про меня говорят, а так мы, как говорится. Итак, друзья, если есть вопросы в Телеграме, у нас сейчас идет онлайн-трансляция сразу в 3 социальных сетях, 3 или 4 даже. Это наш Инстаграм родной, это YouTube канал, Инстаграм bashlam.39, YouTube bashlam.39 лайв, это Телеграм bashlam.39, да? Или там как? Ну, посмотрите на YouTube, увидите ссылку на Телеграм. Обязательно подписывайтесь на Телеграм. У нас там идут очень жесткие, иногда батлы идут в чате. Там столько информации, такие радикальная информация, которую мы не публикуем в других местах. Так что массово все бегите, записывайтесь на Инстаграм, на Телеграм-канал. Дедресхил, брат, и так далее. Ага. Дедресхил, брат, хюгел, адушусу, прямой эфир, мусор, дерез, массальнахил. Вот такие вот, как говорится, сообщения идут у нас и на WhatsApp во время эфира. Вот. Так что, если есть вопросы через Telegram, аудио-вопрос или что-то свое рассказать о нашей истории, заходите и задавайте. Да, по сути, мы сегодня обнаруживаем, что никто не должен оскорблять, унижать, жаловаться и говорить, что якобы Дудаев нам ничего не давал. Сейчас я понимаю некоторых людей, которые говорят, что на самом деле, меняем чуть-чуть тактику, что на самом деле Джохар Дудаев фактически здесь не имеется в виду, что он подарил. Но получается так, поскольку он наложил вето, тем самым ветом он оставил и подарил эти 2 района. Вот так получается. Башлам, знаешь Марка Фейгина? Знаю, не интересуюсь, поскольку это недостоверно. Для меня этот человек предоставляет недостоверную информацию. Извините, это мое личное мнение. Со всем уважением к этому человеку, но я знаком с некоторыми моментами, я такие проекты не поддерживаю. Это мое личное мнение. Конечно, у меня нету таких связей с евреями,
нету таких денег, у меня нету таких книг, которые написал он, но и альхамдулилля, я лучше напишу одну хорошую, добротную и про свою историю, если на то будет воля Всевышнего Аллаха. Сейчас пока все на стадии. Да, конечно, у меня технические некоторые вопросы я пытаюсь решить, вот уже понемножку что-то покупаю. Есть один уже жесткий диск, есть переходники, есть не такой, как бы хотелось, мощный, но все-таки хоть какой-то более или менее ноутбук. Так что надо все это собрать. Сейчас осталось купить хорошую клавиатуру, некоторые программки. Будем понемногу. Книги я собираю, потому что из всех книг достоверную информацию буду собирать, обобщать в этой книге. Постараюсь. Да, я только не поддерживаю просто хороший оратор, как и ты. Я прошу не сравнивать. Я все-таки, по крайней мере, заканчивал исторический факультет. У меня есть образование историка. По крайней мере, специализация моя история. Вот, но не знаю, кто он по... Я не хочу, я ничего плохого не хочу, но то, что он делает, это для меня это из области немножко Нарнии. У меня другие отношения к этим вопросам. Поэтому вот как-то так. Вот. И да, и последнее нападение, то, что было высказывание по Эльстанчуае, по Аларуае, про 2 тейпа, которые я последний написал. Ну, насчет эльстанжинцев я сказал уже свое мнение. И любому человеку повторю это. У меня, как я и сказал, из Эльстанчуае я посвятил эту статью непосредственно моему отцу моего друга, близкого друга, по крайней мере, брата, так я его называл и буду называть, хоть он сейчас и подкаблучник. Это шутка, конечно же. Он из тейпа Эльстанчхо, и мне, честно сказать, очень не понравились некоторые высказывания. Потом я начал все больше и больше узнавать информацию про Эльстанчхуай. На самом деле Эльстанчхуай очень добрый, наивный, хороший тейп. В плане том, что за ними никогда не было подлости. Это очень старый, древний тейп. И эта родовая гора с 19 по 20 и 21 век была за ними. Какие сегодня там есть ситуации и политические интриги, меня не интересуют, но хочу сказать и пожелать этим эльстанчхоевцам огромное, поскольку буквально на днях я узнал, что они хотят построить на родовой горе башню, поскольку, как сказал наш глава, восстановить, точнее, как сказал наш глава Мехкда Рамзан Ахматович, что у каждого тейпа на своей горе должна быть башня. Это наша культура, история. Если она сломана, его нужно восстановить. И, насколько я знаю, тейп Эльстанчхуай, поскольку является исконно чеченским тейпом, готовы и хотят построить на своей горе башню эльстанчхоевцев. И ничего тут такого нету. Рядом есть там по соседству, насколько я знаю, Чармойбау, Чармоевская башня, тоже красавчики. Я вообще за то, что сказал Мехкда, и что вот это восстановление культурного наследия, вот эти наши башенные комплексы, это очень важно. Потом я видел, там по соседству есть башенный комплекс, который восстановили мой родовой тейп. Это на горе Эшбатой есть Эшбета, есть родовая башня Эшбатой. Ну и мечеть Эшбатой тоже построили. Вот. Там же, потом мы знаем, Харкарой башня есть, Садой башню восстановили, тоже красавчики, садоевцы. Макажуай башни есть 10 веков, которые стены есть, но не реконструировали. У макажоевцы реконструировали мечеть. Вот, Хуайская башня реконструирована, вот то, что здесь в этой локации. Курчалоевская башня восстановлена. Потом наши братья Шонуа сейчас восстановили свою башню, с чем я их и поздравил. Башенный комплекс Гуардлай восстановили на своей, каждый на своей горе, я имею в виду. Каждая башня у себя на своей горе имеется в виду. Они восстановили башню, за что им огромная благодарность. Садой гора есть, земля есть, не восстановили, не знаю почему, хотя Садой
фактически очень небольшой тейп и претендует на многие селения, обычно исторические, я так говорю. Но на Садойской горе башню я не видел. Уарсвайбау это Уарсвайбау, я понимаю, что некоторые пытаются это как бы Саюй-Июй, но я говорю уже непосредственно по тейпам. Ялхуай восстановили, ну Ялхуай это вообще такое нонсенс. Они мало того, что его восстановили, он полностью детально восстановлен именно в таком формате, какой должен быть. То есть никаких новоделов, то есть по стандарту. Если кто-то еще не построил башню, не восстановил башенный комплекс на своей родовой земле, где они были уничтожены во время Кавказской, Первой, Второй войны, во время выселения и так далее и тому подобное. Хочу довести вам и сказать, что в качестве примера самый лучший башенный комплекс по стандарту, по всем стандартам чеченского зодчества построено, это непосредственно Ялхоевская башня, из тех, которые полностью восстановлены, я имею в виду. Так-то есть и Хаскалинская, но там крыша плоская, там пирамидальная крыша чуть-чуть другая. Есть точно так же, есть еще точно так же Пешхоевская башня, тоже очень красиво, очень мощная, я думаю, что она выдержит спокойно 9-бальное землетрясение, но, поскольку она монолитная, из арматуры и так далее и тому подобное, но по стандарту, чтобы было понятно, древние исторические башни по стандарту ни одна башня не может иметь дверь на первом этаже, чтобы было понятно. Понимаете? Башенный комплекс обязательно должен иметь на втором этаже. Башлан, Биноевская башня есть. Биноевских башен очень много, поэтому я и как бы не перечислил. Даже, я тебе скажу так, в Ношхе есть даже Биноевская башня. А что касается пятиэтажной башни, я говорю немножко, некоторые Беной сделали башенные комплексы. Ну, по фамилии там, этот Бену, там, фамилия, допустим, да, этого Бену, фамилия. Я же говорю именно на Беной Лам, общая Биноевская башня. То есть, чтобы мог любой человек поехать туда, посмотреть, сфотографироваться, сказать, я Беной Баую. Вот такое имеется в виду на Биноевской горе. Наверное, есть, я, по крайней мере, там очень много башен, но чуть-чуть другая. Я, по крайней мере, еще не добирался до нее. Вот. Те, которые присылают, ну, Цуантруя, само собой, есть башенный комплекс, Центароевская башня тоже есть, хотя меня обвинили в том, что я якобы со Цуантру, Сайгергер больше, меня обвинили в том, что я якобы не поехал, потому что не пригласили или не повезли. Я отвечаю этим людям еще раз. Я еду туда, когда за мной приезжают, фотографирую, смотрю, фиксирую и публикую. Это моя, как говорится, если есть возможность, я это делаю. Если нету, как говорится, извините. Если вам нету дела того, что я думаю, то я, само собой, общую, конечно, картину могу. В Ношхе есть. В Ношхе я зафиксировал, показывал Центароевскую башню. Я не говорю о боевой башне, не забывайте. Это в Ношхе то, что есть, это в основном жилые башни. Кроме Гендергной. Гендергной там боевая башня. Остальные жилые башни там, если я не ошибаюсь. И Ялхарой. Ялхарой тоже боевая башня там. Дальше, кого я забыл? Шатой есть Варандоевская башня, есть Хаккой башня. Пхамтой еще не восстановили. Нашли фундамент, нашли место, но Пхамтой еще не восстановили. Памятоевской башни боевой еще нет. Вот. Чинхуайбао есть. Но дальше уже в Итом-Калинском районе там намного проще. У Мелхе очень много башен наших. У Дишни большой тейп. Но Дишни восстановили мечеть. Боевой башни я не видел. Галгай, Чуэ вчера кричали на Аса. Не понял, о чем ты говоришь и так далее. Вот. У Вашандруа есть башня.
Мержо есть башня, Цьечо есть башня. Потом, ну, дальше в Галанчурском районе у Экки есть мечеть. Но Экки еще не восстановили боевую мечеть. Сейчас вроде бы не работает. И Экки, Лам-Экки, я говорю, они восстановили... У Лам-Экки очень много жилых башенных комплексов. Речь не об этом, двухэтажной, трехэтажной. Я говорю именно о боевой башне. Или полубоевой, сигнальной башне. У Экки они разрушены, их было очень много, и Экки их потеряли. Но, само собой, было против кого воевать, и с кем воевать, и кто доносил. У Ирвай сохранились очень хорошо башни. У Ирвай башни есть, и очень много башенных комплексов. Дальше... Шикарвай не восстановили боевую башню свою, хотя Шарой восстановили, да. Есть еще Хакмадоевская, не восстановлена, это в оригинале. Тускароевская в оригинале, ну, Дюрте оригинале, Мелхистя оригинале, Ченты Бауниш в оригинале, их очень много. Это те, которые не восстановлены, имеется в виду. Это те, которые там 14, 15, 16, 13 веков, там некоторые 10 века. Что еще у нас? Кого я еще забыл? Хуайская башня восстановлена, я вам сказал, реконструирована. Вот. Из нахчмахоевцев, кажется, Куршлой башня есть. Уардуа есть, Шуануа есть. Наши братья Энгнуа еще чуть-чуть остались. В Цеси тоже башни были. Ну, я говорю о Цеси. Кажется, у меня есть видео, надо посмотреть. Хайбах есть башня, Хайбхой башня есть. Немножко ее поправили, то есть восстановили. Так, кого я пропустил? Да вроде бы никого не пропустил. Баниш. То есть, я так думаю, указание Мехкеда, главы Чеченской Республики, очень хорошо исполняется. На родовых, особенно нахчмахоевцы с энтузиазмом восстанавливают на родовых своих горах. Нахчмахке восстанавливают, реконструируют башенные комплексы. Вот. Ну, в Галанчурже их очень много, поэтому Галанчурже оставим отдельно. Так-то Галай, Баинш тоже есть восстановленный. Галай, Мяждик восстановили. Там у Галай очень, там, 70-80% ногчей тейп Галай. У них жилые башенные комплексы 2-3 этажей, там, 30, 40, 50 по-разному. Где-то до, 50%, по крайней мере, их осталось просто чуть-чуть доработать и восстановить. Поэтому Галай тоже работают. Керимову восстановили башенный комплекс. Вот. Кого я еще забыл? Мечети восстановили очень многие тейпы. Но вот родовые башни с этими, конечно, история, как говорится, на последнем месте у этих людей. Но она и стоит намного дороже, чем... честно сказать, мечеть, башню восстановить, это недорого. Садуя нету башни. Стоит очень дорого. Так-то и Хиндуа они восстановили, там, если и Цикру они восстановили, и Майкажу они восстановили, не реконструировали. Ни Босай не восстановили, ни Басхуай не восстановили. Те, которые не восстановили, на своих горах очень много. Но, опять же, повторюсь, есть те, которые готовы это сделать, и которые у Толпсуай тейпа есть жилой башенный комплекс есть, родовой башни они еще не восстановили, точнее, боевой башни не восстановили. Но там есть какие-то спорные моменты у некоторых наших тейпов, хотя глава сказал, если определить и то, что построить и восстановить культурное наследие, это одно дело. Вы должны понимать, что никто в этой башне пойти там, спахать землю, садиться и жить там не собирается. Это
дань нашей культуры, показать и туристам, что вот здесь, во-первых, надо найти это место, где была раньше родовая башня этого тейпа, раскопки делать, найти фундамент, вот здесь она была раньше, что сделать, чтобы, если его восстановят, чтобы она соответствовала, и чтобы землетрясения никак не повлияли. То есть нужно восстановить 100%, как это было раньше. То есть там очень много нужно над этим работать, понимаете? У Тумсуай я вам сказал, у Зумсуай тоже не восстановили. Многие тейпы, ну, опять же, все зависит. У Майстуай ничего восстанавливать не нужно. У Майстуай есть великолепные башни, древнейшие башни у Майстуай. Это красавчики наши. Хальдеруай. У Хальдеруай, по крайней мере, вроде бы нет. Жилые башни есть у всех тейпов, чтобы вы понимали. Разрушенные там в каком-то процент. Жилые башни у всех есть. Я говорю непосредственно или про сигнальные, или про боевые башенные комплексы. Не забывайте, да? В основном сейчас реконструируют и восстанавливают это боевые башни. Это Куршлуай, Энгнуай, Уардлуай, Эшпатуай, Чармуай. Ну, те тейпы, которые я перечислил. Цуантруай. Вот. Белготой, Белхтуай тоже не восстановили свой башенный комплекс. То есть... Харачуай восстановили свой боевой башенный комплекс. Как я мог забыть Хорачуай. Правильно говорить не Харачуай, а Хорачуай. Хорачуай. Поэтому Хорачуай Бао Юшюм. Андуай... Ты видел, чтобы я их называл? Если не видел, не нужно писать. В смысле, у Цуантруя нет башни. Я не говорил, что у Цуантруя нет башни. Я сказал, у Цуантруя есть башни. У центароевцев, у Белготой нету, я сказал. У белготоевцев нету. У энгиноевцев нету. У пхамтоевцев нету. У эльстанджейцев нету до сих пор. Эльстанджи большой тейп, есть своя родовая гора, поэтому я указывал, исторически показывал. У вас есть гора, нету на ней башни. Так что решайте, надо строить, пока наш Мехкда сказал, восстанавливайте, показывайте нашу прекрасную культуру, наше зодчество. Это лишний раз только покажет красоту наших гор. Опять же, повторю, это достояние всего Нохчи народа. Это не одного человека, всего Нохчи народа. Вот. Я думаю, нормальный никто возражать по сути не должен, если единство есть в тейпе, если цербарт пала, если еще Мехкдас Малар настоящий патриот пала, то башня, конечно, будет хорошо. Муцари восстановили мечеть. Мечети почти все восстановили. И Макажой, и Хуай, и Дышни, я имею в виду и Тумкали Дышни. И Эшбиета, и очень многие места есть. Башлан, ты ошибаешься, когда говоришь, что тебя в основном смотрят старики. Мне 20... Нет. Я это совсем про другое говорю. Старшее поколение в основном. Тебе 21, но это хорошо. Значит, это не оскорбляет тебя нисколько, поверь мне. А наоборот показывает, что с малых лет ты интересуешься своей историей. Что, наоборот, поощрительно. Более старшее поколение, но я встречался, они всегда говорили, вот, мы не знаем, мы любим смотреть, не знаем, как поддержать тебя и отправлять донаты, эти вещи, им говорят, мы не знаем, поскольку не понимаем в этой теме. То есть через, допустим, те, которые живут в Европе, это должны сделать через программу, через YouTube, через Donation Alerts. Да, программу Donation Alerts. Это нужно спросить у Ибрахима, нужно пройти по ссылке, там целая тема. А те, кто живет в России, может зайти в Инстаграм-канал, просто скопировать прикрепленные сообщения и туда уже кто сколько хочет поддержать. И они вечно там. Кого не встретишь, все старшие, они говорят, хотелось бы поддержать, но мы не умеем и так далее и тому подобное. Я это из-за этого сказал, поэтому нисколько не обижаю, не оскорбляю. Итак, у нас... И наши братья ауховские волки проснулись. Задонатил брат Зелимхан. Аух, с тобой, брат, за лестный отзыв. Ну, вежри, это не лестный отзыв. Вы часть единого Нохчи народа, вы наша кровь, вы наша единая семья, поэтому вас никогда не забываем, по крайней мере, и не забудем. И будем говорить о
несправедливости и лжи тех людей, которые до тех пор, пока они ее не исправят. Хоть они будут там во лбу звезда гореть, и они будут говорить, что они самые сильные мусульмане, до тех пор, пока не освободят земли мусульман-ауховцев, они таковыми под вопросом являются ли. И еще Зелимхан задонатил. Донат вай белхана наквастала вежаралло алла. Это опять же Зелимхан. Я так понял, это ауховские волки. Опять же, два сообщения. Зелим прислал с ауха. Аухир вежриш. Да, дух да, дуэл. Хазхейты. Да, мукшмяш да, дошу. Я знаю, что вы слушаете. Я знаю, что вы любите наш канал, активно пишете, за это вам огромное баракалла, и надеюсь, вы все больше и больше будете приглашать. Если хотите участвовать в более жарких дискуссиях, подписывайтесь, проходите на наш телеграм-канал, там мы чуть делаем, там у нас есть более такие днем и ночью работающие, скидывают такие ссылки, от которых просто голова закипает. Но из-за политкорректности многие вещи я не могу закидывать ни в Инстаграм, ни в Ютуб, а там у нас есть наши братья, которые там такую правду вам все расскажут пофамильно и так далее. Так что телеграм-канал это очень важно. Подписывайтесь, заходите. Чат-бот Ибрахима спросите, он вам всем поможет. Вот так, что нас поддержали, но уже на одну книгу мы собрались, с натяжкой, да? На одну книгу мы собрали сегодня. Так что без малого, среднюю книгу мы собрали, задонатили. Вот такая вот ситуация, друзья. И еще 3 карты. Мне нужны 3 карты. Очень важные 3 карты. Сейчас все зависит от одного нашего брата. Карты будут. Эти карты я очень давно хотел достать. К сожалению, в оригинале достать я их не смогу. Это однозначно. Но хотя бы распечатать в таком формате, в большом формате. Мне они нужны в формате хотя бы А4. Или же, сейчас, подождите. Ну, примерно. Сейчас я вам покажу. Хотя бы вот идеальный вариант это в формате ватмана. Ну или хотя бы вот в таком варианте. Вот. Видите, да? Это формат здесь не написано. Здесь 38,5 сантиметра на 58,5 сантиметра. Вот эту карту мне прислали, отправили с Австрии наши братья задонатили. Но, само собой, здесь, почему, вы можете сказать, в чем интерес? Ну, во-первых, с учетом того, что это австрийская карта, то, что она напечатана в Австрии, в Германии. Самое интересное, вот здесь Россия указана, да, большие государства. Но здесь, если я не подведу рядом, вы не увидите. Здесь, вот, сейчас вам скажу, где это. Вот здесь, на этой карте, если приблизить, четко очерчено, написано Грозный и Чечня. Многие другие соседних регионов вообще нету, не существует. Что для меня очень важно. То есть уважение, то, что знают в мире, то, что уважают. Вот такая. Это новая карта, конечно же, просто он мне подарил для работы. У нас есть карты, которые попадаются в книгах. Они, конечно, вот такого формата. Но сложность этих карт заключается в том, что это карта Терской области 1898 года, она нужна в работе, и она неплохая, в принципе, но она, если ее в большом формате, там видно каждое село, с 1898, те села, которые полностью пропали, где граница была, насколько маленький был Дагестан, это показывает там точно так же, на этой карте можно увидеть, какой выход был у чеченцев к Каспийскому морю, как это все называлось, где граница между чеченцами и дагестанцами, где граница, сложно указать и посмотреть. Там есть Суджинский отдел и так далее. Вот на карте Терской области это есть. Тоже в книге, которую нам подарили, это уже карта 1868 года. Это земли горского населения, что очень важно. Вот видите, вот такого формата карта. Она небольшая, но опять же, здесь можно увидеть
увидеть, но она более не столько точная. Здесь можно увидеть непосредственно определенные границы. Например, смотрите, видите вот здесь вот это розовое, вот это розовое. Вот такой был Дагестан. То есть он такой маленький. Сейчас, чтобы было понятно, вот он, Дагестан. Сейчас вот этот Дагестан вот так еще больше прирос, то есть после 1921 года. Как видите, я эти карты потихоньку старые, когда приходят, вот их склеиваю, и они очень нужны для работы нам, чтобы, когда люди начинают гнать и рассказывать свою пургу, у нас есть карта 18 веков, немного, карты очень сложно, по сути, своей приобрести. Вот их мы покупаем, распечатываем. Сейчас у меня есть карта, допустим, смотрите, так, ну, допустим, подождите, мечаю, настройки, выбрать фото, ну, посмотрите вот на эту карту, готово, посмотрите вот на эту карту, там я с одной стороны, да, видно там? Это карта 1800-800-х годов. Это русско-иранская война, когда еще была, да? Не знаю, видите вы или нет. Но вот это черно-белая карта. Это боевых действий на тот период. И там четко указано, где какие территории и какого народа. Что, конечно же, является очень важным для решения исторических споров и доказательной базы. Я не знаю, вам видно или нет, но вот там, где я нахожусь, почему я с этой стороны... вот. Теперь я убрал, я с другой стороны, посмотрите, вот она территория, граница, посмотрите, где находится. Видите ли у кого-либо, здесь еще левый берег находится непосредственно во владениях Российской империи. Видите границу между Чечней и Дагестаном, да? Видно. Вот, допустим, эта карта. Тоже хорошая. Но, опять же, мне нужен человек, который у себя выбрать другой объект. Мне нужен человек, который бы мог мне там распечатать эти карты, но это накладно и не каждый хочет. Посмотрите, вот я хочу вас ознакомить еще некоторыми картами. Так, смотрите. Вот такая вот карта. Видно, да? Смотрите, здесь, опять же, Чечня. Вы можете увеличить у себя на экране. Она находится вот здесь, где находится Дагестан. Чеченцы есть, они граничат с кабардинцами. С одной стороны Кабарда, с другой стороны Дагестан. Никаких лишних разговоров, никаких лишних искусственных обществ и так далее и тому подобное. Здесь тоже вы видите. Вот такие вот карты, они мне необходимы. Опять же, карты должны быть в оригинале. То есть не фейковые карты. Я проверяю, пытаюсь проверять, и чтобы за них кто-то отвечал непосредственно. Вот видите, здесь расписаны границы и так далее. И на картах, кто автор карты, какого года карта, это тоже вот бывает. Вот, чтобы было понятно. Это вот исторические карты. Дальше смотрим. Есть вот такая вот карта. Смотрите. Вот есть карта. Почему эта карта важна? Это старая, более раннего периода карта. Вы можете посмотреть, вы можете ознакомиться с многими народами и древней историей. Здесь есть хазары, здесь есть аланы. Опять же, здесь очень важно, чтобы вы посмотрели момент, где же все-таки, несмотря на весь этот колорит, мы видим, что вся Ингушетия, Осетия, Карачаево-Черкесия, частично Адыгея, Кабарда, Черкесия, вот частично они записаны как аланы. А промежуток между дидойцами
Дидойцы, прошу не путать. Дидойцы это не аварцы. Дидойцы это отдельный маленький народ в горах Дагестана. Между дидойцами и теми же аланами, которыми сегодня и причисляют, и пишут даже книги, и такие люди, как Муса Зурабов, и говорит, что ингуши это аланы, посмотрите, какой народ и кому он написан на этой карте. Здесь четко указывается, что это дзурзуки. Мы видим эту территорию от Шаройского района между дидойцами и Галанчушем, небольшой остров. Чтобы было понятно, эти карты на книге, если я не ошибаюсь, вот в этой книге, вот в этой книге, это историк Анатолий Перминов, чтобы было понятно, я вам ее анонсировал, вот здесь она, если я не ошибаюсь, эта карта. Здесь очень много вот старых карт, но она, тот, кто интересуется древней историей нашего народа, она очень интересна. И здесь, сейчас я постараюсь посмотреть, здесь написано ли и год. Здесь Урарту, здесь Вавилонский период. Сейчас посмотрим. Нет, я вам соврал. Она не на этой книге. Вот на такой же еще одной книге была она. Здесь карты есть. И эти карты, ну, допустим, аларойцы. Да, кстати, у Аларой башню тоже не восстановили еще. Боевой башни, я говорю про Аларойскую. Так-то представители тейпа Аларой есть башни, но фамильные башни. А я говорю о тейповой башне. Так. Ламахка не восстановили. Панту не восстановили. Так. Хотя это большие тейпы. Они могут себе позволить на своей родовой горе восстановить эти башенные комплексы. Эльсанчхуа не восстановили еще. Нет, это не на этой книге было, это на другой книге, значит, я видел. Так что прошу прощения, здесь тоже есть карты, но здесь другие карты. Персидская карта здесь есть. Что бы делаешь? Угу. Грузия, царство XII века. Видите, вот сейчас, вот почему, вот так я покажу, вам не будет видно. Вот видите, Грузия, царство XII веков. И здесь есть четкое очертание границы грузина по Кавказским горам. Видите, ну вот там не увидите чеченцев, гущевцев. Вот эти карты, очень сложно их, ребята, дезадуешь, достать, холодуешь. Но они очень нужны. Второй Аргун. Соглашусь. Здесь есть и маматовская карта на этой книге. Но эту карту мы все видели. И маматовскую карту мы все видели. Мне важна была карта Албанского царства. На другой книге. Я как найду, обязательно вам покажу ее. То есть это у нас здесь указано, она важна нам из-за того, что здесь Дзурзукетия, да? Вы видите четкая локация Дзурзуков, где она находится внизу. Выбрать другой объект. Смотрите. Есть еще вот такая вот карта. Но это уже последняя современная карта. Здесь уже с описанием, уже вернули нам земли левого берега Терека из-за того, что не позволяли селиться в горной части. Здесь мы видим уже современную карту нашей Родины. Не знаю, у меня она видна все, у вас может не вся. То есть есть некоторые моменты, где вы видите больше карту, есть моменты, где вы видите меньше карту. У меня карт очень много, но есть моменты... не особо делаешь. Прекратить. Есть моменты, где
некоторые карты, которые нужно распечатать. А распечатать их и показать вам в прямом эфире, чтобы некоторые балаболы, войнохиты, майнохиты и так далее, которые говорят, нет, это было не так, это было, ты все сочиняешь, чтобы предоставить документам, красным горшкам и им подобное, хотя им ничего доказывать мы не обязаны, чтобы наши люди знали, что это эти тузики, бузики, борзики, всякие тролли, балаболы, знали, карты есть, документы есть, и ни один человек не предоставил доказательства, что мы, допустим, в том или ином вопросе, что взяли или захватили чужие земли. Доказательств нету, иншаллах рахман, и не будет. Очень важно, очень вот, вы понимаете, с точки зрения будущего нашего народа, нашей истории, нашей Родины, карты имеют огромное значение. Они реально. Я когда столкнулся с дефицитом этих карт, когда многие люди эти карты вообще в глаза не видели, в архивных управлениях карт почти что нету, где их должно было быть просто огромное количество касаемо нашей Родины. О древней истории я вообще молчу. У грузин больше карт чеченцев, дзурзуков, кистинов, о чеченцев, чем у самих чеченцев. То есть у них есть, они сохранили это. Понимаете? Потом, не знаю, что в Осетии, в Осетинском архивном управлении, их карты вполне, они есть в доступе, но может у них какие-то еще другие карты есть, я не знаю. Доступа у меня к осетинским архивам, дагестанским архивам нету, но в открытом доступе то, что есть, мы пытаемся взять. Опять же, чем больше формат, чем они качественно мы их можем показать в прямом эфире, люди знают, где их была родовая башня, где их было селение, что Чечня была такая, там, с выходом на Каспий и так далее и тому подобное. Поэтому, еще раз повторю, ни один нарнеец и ишак в красном горшке не доказал и не докажет обратное, потому что такова истина, правда на нашей стороне. Вот, поэтому не доказал и не докажет. Почему? Потому что на каждый аргумент у нас есть контраргументы, и мы предоставим их. Понимаете? Покажите карту 1859, я покажу карту 1832 года. Понимаете? У меня есть возможность это показать. И мы покажем, докажем, расскажем, где и когда находились. Вот. И отправлять эти карты и показывать каждому ишаку в красном горшке, где бы он ни находился, чеченцы не обязаны. Вообще не обязаны никому. Была возможность прийти показать. Ждали год, два, три, закончилось. Была возможность пойти на шариатское решение, доказать. Пришли, не пришли. Пропустили, профукали. Сегодня я просто констатирую факты исторические. Если вы говорите, вот ты врешь, или ты неправильно делаешь, или ты переходишь там на личности и так далее, я прошу прощения еще раз у достойных людей. Прошу прощения, если я каким-то образом вас обидел или оскорбил. Валлахи, биллахи, талахи, не хотел этого. Но болтуны, пустые аватарки, балаболки, тролли и вся тому подобная шушера, какой-то ляп закидывают, потом они исчезают, и мне нужно работать, и доказывать кому-то ради. Почему? Потому что простые мои подписчики с этим не знакомы. 7 тысяч, 8 тысяч просмотров, послушайте, 8 тысяч просмотров про тейп Эльстаншхай. 6-7 тысяч просмотров про тейп Аларой. Там краткое описание, про съезд алароевцев я рассказываю, или про тейп Эльстаншхай я рассказывал. Это, конечно, не предел. Опять же я говорю, это в одной из социальных сетей. В другом месте там, если объединить уже просмотров по тейпу Эльстаншхай, у меня уже подходит ближе 15-20 тысячам. Я просто смотрю, проверяю, кому интересно, кто смотрит. Это враги, не враги, сами Эльстаншхайцы, не Эльстаншхай, не суть. Аларой
тоже я недавно закинул, про них тоже. И про каждый тейп я пытаюсь... У нас 8 дорожек, везде мы публикуем. Искусственный интеллект генерирует все эти исторические материалы. Они используются потом для предоставления доказательства тем лжецам, которые врут, которые говорят, что это не так. Им предоставляется официальная информация, которую мы тоже даем. Ссылками, с написанными и так далее и тому подобное. То есть там не одна бабка села и рассказала, нет, это не так, нет, это так, в 19 веке. Допустим, я, честно сказать, пока не начал писать про отца ныне покойного Далдега Луали, Зелема Тайпан Эрстанчхуалуиза. Живут они здесь, в поселке Калинина, недалеко. Маас, простите. В Маасе живут. Жили, он жил. Я по очереди, когда доходит очередь, потихоньку пишу. Мне нужно написать про исконно ногчи тейп, Муквай, Эси тоже я должен написать, Энгной я должен написать. Но я по очереди, понемногу, собирая, вот так публикую. Если же там куда-то приглашают, я выезжаю, смотрю там по месту, да, там, допустим, Курчалоевцы сейчас очень, тейп Куршло, очень хочет, чтобы я приехал на башню, зафиксировал, показал, по крайней мере, мне звонили, говорят, в любое время приедем за тобой, только, пожалуйста, приедь, зафиксируй, расскажи, напечатай. Вот такие вот моменты, чтобы вот это всякие ложные эти у нас не были. Чат ешах, учат ешбаха. То учат ешбах тишас. Я не понял. Так. Давал скинь, я в эфире давала. Чат ешаба, хуй чат, мечат чат. В WhatsApp или где чат? Так, не вижу. Один из археологических памятников древних обитателей в Ичкерии — это каменная башня, расположенная в ауле Харачоя. Ну, Харачевская башня, это мы знаем. Это знаем. Харачо Баумет Хватиню. Это я знаю. Вообще про что? Есть вся страница, обложка, титульный лист. Так. Где мне прочитать, я не понял. Где? Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Кучурник. Ассаламу алейкум. Берк илара мичмета ашвухо нен хуайбар сатига. Соллах юка ашук тайдолча. Ну, сؤال سوجري سنانا يوسف سؤال على عشو لقنю. Заметил, когда чеченцы говорят, это я зачитал, Башлам назло этим горшкам, я зачитал, прочитай чат Басю, где, какой чат, где Кучурник Бас, топ, халлист, чат Ешем Башлам, халлист, сейчас посмотрим. Уешь бахти сейчас. О, махюкш дийцерцур. Так, Башлам. Шизер и толш. Шарах тхогалах. Дюш долш. Цаук тагвара цигах арах. Хульш сих. Барса доцуш вар из. Цугуттер дийцер тхуг. И хири. Малхана عبادة ديش بوبوش تا خودي بخ ويفينس تسار مالخن عبادة ديش إيش بوتسش طلا تا قجاهل خينا وينوقشي خلا مالخن عبادة ديش ويا تعطي الله بيتروغليف شو تسار عبادة ليرين مرشا دول ماسو إيران هروي هيري أوتس إيراني الخلار دوش دات شو دات هيري إيراني الخلار دوش دات وي Az gejtnašun kartneštar, еще парсуемах Карбала, еще меньше была сосерцание бала, бац, шумбалик дисла. Иришен. Ну, асу дегдабах. Цара, войцане, дозан цане, войду элдолехта, хириш хадерла, войцерцане, сап осен бац.
غوش بوسير قوسم سرتاني بولا تاقوي ويوجشن تشيتين غلغشن غقدنا تدينا بوش البلطونيشي نرنيشي وين يوشات ويدينا اي وين خا ويقع كيرشدو ويقع بوخبو ويقع فيديو شو ايش وين دخايتين بشرام بودكاست يوك مسيول اوكتو عور ويوش سليم تو قيقنير والبودكاست قيقن شخينا اس تنجي خاطر دلير تو ماتيري سون سخا صوتيجي حوش القيقن ور يحوش القيقن وديلا سينا حاجة يتنجي اس شونا دايتن صناعية زراحة وقتها يوتيشي يستيشي سبدل سبدل اي بودكاست تنتيرة نو بودكاست سبدلش سبدل سو سبدل سوتير يلا كوسواك سوني ايتنج يوتيش عجسم تيزر все, كري سيالان سوني ايتنيو إذا ويشوني تيادا гойтарю. О, так. Хай. Мержуай берзлой самела от брата Мержуаш задонатилина, арсхой берзлой самела и Тимуру дайтин. Тимур сунайет расон гуттар кинчк стане годяш волош Тимуру мячусо хара гендер гному алхи чусо и Тимур валаха سجلت ولا استمروا وين هنا واستوداق لا تقوي سنة تاك وردل اها تاك هركو سواكياتين وين يود اق вот не слышно, если звук и солнца шон. И удадье солнца. В любом случае, ждите подкаст, вы видите разницу, да, как на профессиональном снятом оборудовании, которое высококачественное, хорошее, да, и как же бывает, когда снимаешь вот так вот. Сохин схайшуй, сохайшуй. Ну, я не знаю. Хин схайшу соевать, а лишь само. Сейчас слышно. Сунца, кисаус халатыч, гухыз сахыз сунца.
Слышно? Слышно? Короче, ну, уже не показывать, не показывать. Короче, посмотрите, когда он появится. Скоро должен появиться. Посмотрите подкаст, оцените, послушайте. Надеюсь, вам понравится. Но не показывать, не показывать. Что тут поделаешь? Ничего не слышно, но очень интересно. Вот и я о том же. Я думаю, те, кто в Телеграме услышали об этом, те, кто в Инстаграме увидели видео, а те, кто в Телеграме услышали звук. По крайней мере, у меня слышно. Вот такая вот ситуация. Какие вопросы задавайте. Абдул Насер был, шо его, шо Абдул Насер дал Саадуэл. Абдул Насер задонатил с такой, с такой надписью, сообщение отправил. Харачвай Джигитинат Ирсагин. Харачвай Зеримант Ирсагин. Алла иш донатиайтина. Ой, вошса Абдул Насер. Абдул Насер дал Саадуэл, дал Духуахуэл. Будущник Эзерка Сауду летел. Вот такое, честно сказать, я впервые сталкиваюсь, чтобы вот так донатили за нашего национального героя Зелимхана Харачаевского. Вот такой вот донейшн. А то, что он говорил, если вы хотите услышать это, он говорил вот это. Насколько нагло, знаешь, вот взять из исследования Джоанна, вот, который сделал исследование всего дагестанского языка, да. Они что, взяли этот кусочек, 6 тысяч лет. Конечно, я был в шоке. Вот. Нет, честно. Вот так, вот эта речь была в данном видео. Итак, давай, Ибрahim, я забыл сказать, я надеялся, ты автоматически будешь скидывать вопросы с YouTube, тоже отправляйте. Если у вас есть аудио вопросы, зайдите в Telegram, задайте, никаких проблем нету. Нажимаете кнопку, я вас принимаю, и мы продолжаем. Главное, чтобы не было как в прошлый раз. У нас Юни зашел в час ночи, в прошлый раз, 12 или в час ночи. И потом у нас до 4 часов пошла вот эта дискуссия, которая длилась до 4 или 5 утра. Поэтому, если есть вопросы, интересуетесь или что-то хотите пояснить, рассказать о нашей истории, географии и так далее и тому подобное, welcome, добро пожаловать. Я всегда буду рад ответить на ваши вопросы и так далее. Ну, любые вопросы, кроме политики. Политические вопросы, конечно, нежелательно. Это у нас не политический паблик, это исторический. Поэтому прошу меня понять и простить, как говорится. И что нужно? Наверху. Так, наверху. Что там наверху? Башлан духаташ юбха дюсха язуша дохшам. Из Ютуба вопросы отвечаешь, Ваша? Я сказал да. Ничего не слышно, но очень интересно. Сахез. Нет, не слышно. Ты пропускаешь много сообщений. Включи на 17-м айфоне. Да, мадик духон, 17-й айфон, инсет она метаючил. Суварим, вечно своими. Башлам, зачитай чат. Пропускаем. Видео не было слышно. Вопрос. Ву-ву-ву. Я по губам читал. Звук яц, видео да, гирсун. Звука нету, звука не было, звук. Ничего не слышно. Ассалам алейкум, алейкум салам. Вопрос. Вот, хоп. Чечен Дзурзукас, исторический проект. Баслам, посмотри видео «Крепость Богатара» в Алагирском ущелье, башни чисто чеченские, на акинские похожи.
алагирцы, соседи дегорцев. Обязательно мы должны... пригласили нас, по крайней мере, в Осетию, один из блогеров, посмотрим, при возможности поедем, поинтересуемся, понаблюдаем. Конечно же, максимально постараюсь это сделать. Конечно же так. Хасан Бакаев, наш ховар, правда. Башлам, я сам с Урус-Мартана, но живу не там. Ты похож на Гендергноев очень внешне. Дерезхил. Войнах чиду Гендергно дала пешхо дала вайшадр саду. Хасан конхи уеш бувейн махкен отсьямарт хумшан дюхал ерн. Написал временно. Дерезхил вайгдал штегдиду вайдан мула. Шуда царисо потому что от вашей поддержки мы можем дальше продвигаться и находить. Вот я говорю, если бы сегодня не книга Адама, я настолько зарядился энергией, документы, которые там есть, это для меня очень важно, и вы не понимаете, насколько это важно для меня, по крайней мере. Это не электронный носитель, но бумажный. Тем более написали это не чеченцы, а написали сами ингуши. И это очень важно, очень важно. Хинс мег из Нисун сайн интересно, да, вок историк, ворк и вокстаг. Не знаю, Бердкел Амичашу. Бердекир должен гордиться тобой, Башлам. Ты достойный сын чеченского народа временно. Бердкел — это моя, как говорится, малая родина, Дерезхил. Я всего лишь ее один из сыновей Бердкел, Йохкюртю. Сундера, вай нохчи шанхильчане, нохчи каман, пойден хильчане, вагдовшик дильду. Ты пропускаешь много, после этого ничего не слышу, но очень интересно. Вроде не пропускал, вот так вот зачитал. Когда я что-то рассказываю, извините, параллельно читать вопросы я же не могу. Вот в этом проблема, уважаемые друзья. Мича Ашу зачитал. Инстаграм-чат Яц. Инстаграм-чат Яхцу Башлам. Да, Инстаграм-чат, понял? Да, Ашуэл Хо Башлам, Дерезхил. Нохши Комон, Дуквиз Ходал, Сидал временно, Дерезхил. Огромная благодарность всем, кто поддерживает, пишет добрые слова. А так, твое родовое село же Бердекел, Башлам, да, Бердекел, мое родовое село. Юг Масьол подкаст я рассказал, вроде бы все вопросы зачитал. Ибраим, запиши. Ибраим, если есть в Ютубе вопросы, скидывай, чтобы я отвечал, потому что если вдруг нету, я не хочу лишний раз, как говорится, тратить трафик, чтобы завтра смогли сделать еще эфир. У нас завтра еще один день, мы можем и завтра сделать. Я вас больше бы ознакомил с документами, если, конечно, вам это интересно. Башлам, что ты скажешь об ингушском ансамбле, который каждый год первые едут праздновать год празднования Новолакского района, называется, а когда Нохчи женился на осетинке, они нас проклинают. Ну, первый вопрос я уже ответил на первый вопрос, что я думаю по тому, что едут они. Они ехать могут, конечно, хоть к черту на куличке. Но с точки зрения оскорблений и то, что они сами делают и говорят, вот вы это делаете, вы вот упреки их в наш адрес, и упреки в наш адрес, и сами одновременно делают такое, это несовместимо. Что касается женился на стенке, ну, если чеченец женился на стенке, хорошо, и что тут такого? Женился на американке, хорошо, ну и что тут такого? Что как-то иначе у других национальностей? Я не поощряю этого. Это индивидуальное дело каждого человека. Я же предпочитаю... У меня свои взгляды на это видение. Но меня никто же его не спрашивает. Хочу, женюсь, опять же я говорю. Женюсь, захочу жениться, женюсь на ингушке. Если мы будем там, грубо говоря, извините, любить друг друга. Захочу, если осетинка, женюсь на осетинке. Сейчас я хочу или полюблю, или мне нравятся свои чеченки. Потому что они, ну, красавицы просто, не оторвать глаз. Дюняда, хазум дует, еш ал хаздузут беш ночи. Даже курда цари вообще дигда. Угрон хазхиятек за кур холон я занятый холон. Если он за тяжелейший характер холон. Но это уже другой вопрос, это не относится к нашей истории. Поэтому женился на осетинке. А что, нету браков между ингушами и осетинами?
Да больше, как сказал Руслан Аушев, больше браков с осетинами, чем с чеченцами. Барцу. Вот и ответ на этот вопрос. Я не виду ничего плохого в том, что же осетинка вышла замуж за чеченца. Или ингушка вышла замуж за чеченца. Или адыгейка вышла замуж за чеченца. Что тут плохого? Хорошо. Если они сошлись, совет да любовь им. Это не запрещено. И нет в этом ничего хорошего. Но чеченские женщины должны выходить только за чеченцев. Вот так вот. Пальцем обязательно атрибут, а то наши тролли и горшки красные плакать начинают. Без пальца нельзя. Это не этот палец, который поднимают по фотографиях, а вообще. Я думаю, что они через 30 лет будут писать пакости, как говорится, собаки лают, караван идет, собаки могут лаять сколько угодно, но истинные ингуши наши братья. Речь не про ингушей, я сказал, я всегда высказываюсь и высказываюсь четко по этому вопросу. Все люди, которые пишут фантастические гадости, сказки, мат и так далее и тому подобное, это норнийцы. Они могут быть происхождением национального и чеченского, и ингушского, и дагестанского, и кого угодно, да? Грубо говоря, или аварского, дагестанской нации нет, есть различные народы Дагестана. Вот. А так, ну, что так? Так, я еще раз повторюсь, для меня, что Нохчу, что Вала, это один народ. Хотят они, не хотят они, плачут они. Вот именно эти нацики, которые говорят, а представьте, они с 91-м году, прошло после этого, прошло 35 лет. Вы не услышали, на этой книге четко описывается, в 92 году, когда парламент принимает это решение, они выносят это на государственный уровень и говорят, что есть сепаратисты, экстремисты, которые разжигают между чеченцами и ингушами. 91 год. Прошло после этого, сейчас 2025. Сколько это? Ну, посчитайте, да? Грубо говоря. 91-2001 это 10 лет, 2011 это 20 лет, 2021 это 30 лет, 34 года прошло. А эти экстремисты и сепаратисты, которые разжигают между чеченцами и ингушами, они до сих пор есть. Ведь это не я придумал, хотя меня пытаются приписывать туда. И это не Москва, которая якобы вот это делает. Нет, зачем? Живите, есть Чечня, есть Ингушетия. Сейчас мы даже раздели. Но до сих пор есть эти группировки, которые этим занимаются. Подстрекательство, пишут книги и так далее и тому подобное. Почему? Вы, все войнохиты, которые ноют и плачут, говорят, что я такой, идите к ним. Если вы их фитну остановите, от меня вы ни слова не услышите их опровержения. Мне это не надо просто-напросто. Я буду заниматься своей историей, и в гробу я видел их. Вот так вот. Баслам, одна кучка поросят по имени... Ага. Сегодня кидали камни в адрес чеченских историков, называли нас псевдоисториками, чтобы вы что-то там лучше бы делали, тогда какие же они... Я не буду называть ни имен, ничего, скажу так. Сейчас те больше шумно, тот, кто называет там манкурт, не манкурт, там. Я шел хамилши. Ая, кина. Пупелгт эйлс. Шеш делуштек хагайтиш. Хох мархала историн талам бяшхая. Аш хуяшу. Да, тхуек ша мелдорхум уахена. شامل ديتا دوج ديتالنا هقا هردين شون وقنا وجدنا شون شبوش شو سان يحشلت شو سان العاين قيليل شو قدقلي لا سويجي تسليل لسه ده يشياتسي سو ترى باتشاوكا عاشو سو باتشاوكا نظام دو اس نظام ثاني تانكي بر مرخل تاقعوك شو سو يديك دلع هو دلع Ащукушу мурадей нацистуй, хокону хуняди, пропагандистуй, хануменку, аш иючо, шей манкурт, шей мушрик, шей пушрик, шей бидуин, шей хаят.
يوكيش تيرتاني عايش ويتيش سوتون أشيوشون من كورسين مشرك سقيس بالبو أس أشر ما يسرو أس بويس خل يسرو أس خامباشا نور ديلا يسرو это моя в этом интернет-пространстве, дали вся партия ногчи, и у партии ногчи, у меня нету этого. И мне без разницы, белые, черные, красные, чуть-чуть. Сам шабер, сам ногчи будешь. Мой фактор объединения, единения ногчи народа заключается в том, что это что? Сейга максимально балуш кепара, ногчи аман киетан муж. Мах диан берс делирис, мархал истории диан ярс делирис, я адач диан дерс делирис, сейг мадючсерч кипар, хейка дошта китар ворш кипар, юка машер маслаат диаша, сейбуах да ашусу. Сун сейоиз манкурч, мушрик со религиозный деятель вац, а сейг религиозный темныш даже яйца цеютит. Шейнис рей, дат это аедосал, амижи и волчи, во киечана, Я занимаюсь историей. Мое образование, первое высшее образование, это история. Нравится вам? Да, многие пытаются меня загнать под статью новейшей истории Исбош, но я не буду о ней рассказывать. Почему этот кусок момента сегодня достаточно много людей живых, видеоматериалов, люди, кто ищет, может найти. И без меня. Чтобы провести анализ, аналитику и так далее. Нету именно исторических процессов, допустим, от рождения до рождения Христа, да, Иса Паймара, алейхиссалам, и до настоящего времени. Или же истории от пророка Ноха, алейхиссалам, и после, грубо говоря, до гражданской войны на Кавказе. Это начало 20 века. Это период юкаек сюкчаек дислаха шуна гошхватла картнеш сана кьечун сане бакал дег такачугачусу. Я разве не хотел, мы разве здесь не обсуждали темы о родном языке? Вы пропадаете. Мы поднимали еще кистенец с Панкиси Султаном. Мы поднимали вопрос ногчичун Мария Ищата. Этот вопрос поднимали. Так, борщ наха ногчини гиалу езер. Этот вопрос мы поднимали. Образование вопрос мы поднимали. Самые тяжелые вопросы мы поднимали. Где же были вы? Все болтуны и балабулы, когда эти вопросы я поднимал. Месяцами, днями, ночами я сидел в этом интернете. Вы бегали искали врага среди своего народа, вместо того, чтобы объединить и сделать единое целое. Никогда не получится у вас ничего, и вы не достигнете те цели до тех пор, пока ваш народ не будет един. А единым он может быть только способом маслаата, как говорит Всевышний Аллах. Попытайтесь найти 7 или 10 оправданий для вашего брата. Но не может быть он конченной гнидой, понимаете? Для любого человека, я вам говорю. Поэтому я ни перед кем не оправдываюсь. Те паблики, которые вы говорите, я туда даже не хожу, я не знаю. Мне не интересно они. То, что мне присылают директ, это история, еще раз история. Я не хожу ни на какие радикальные, мадикальные каналы, мне это не интересно. Мне интересна история, география, культура, ногчи, спорт. Если где-то в Европе показывают девушку, я закидываю, ко мне заходит, хуни один ичкери, хуни один мичкери. Я говорю, мне не интересно. Если бы она обсуждала какое-то политическое устройство, я бы этого не закинул. Потому что не хочу ни себе проблем, ни этой девушке проблем. Там есть здесь родственники, нету родственников и так далее и тому подобное. Мне это не надо. Она закинула конкретно о чеченцах и о чеченской истории. Сказал ли Александр Дюма или не сказал? Я это опубликовал, нашел. Где это сказано, как это, в прямом контексте или нет, я ее опубликовал. И чухва снимут. Потом съезд в Ницце. Опять же, Гунядин и представитель, я еще раз говорю, я не занимаюсь политикой. Но в Ницце проживает 17-18 тысяч, которые ногчи.
которые 90% аполитичны. Они живут, зарабатывают, дома строят дома, помогают, что-то делают. Я о них сделал репортаж. Потому что я не могу отказаться от всех чеченцев, которые где-то 70-80 тысяч проживают во Франции, потому что у кого-то есть какие-то политические взгляды. Я не пропагандирую их политические взгляды. И чьи-либо вообще. Я только занимаюсь непосредственной историей. А это часть истории, когда себя Нохчи достойно показывают в Ницце, без разницы, в Рене, в Париже, да где угодно. В Лондоне, в Лиссабоне, мне без разницы. Если он показывает достойно мой народ, и после этого говорят, Нохчи молодцы, красавчики, это моя история, это мой народ. Открывается магазин в Австрии, я его закидываю. Мне за рекламу никто не платит. Да, и за все время там человек 10 пришли и заплатили за рекламу, чтобы я сделал там в сторисе. Хотя у меня просмотры в Инстаграме, просмотры у меня идут за 1 миллион. Лайкать многие боятся, я не знаю почему. Некоторые ссылаются на то, что они думают, что я где-то живу за пределами, что я занимаюсь какими-то пропагандистскими... Нет. Я живу у себя в столице, в городе Грозном. Я не занимаюсь и не проецирую какие-то политические взгляды. Я занимаюсь своей историей, культурой, географией, традициями. Да, это не популярный контент, хотя у меня и миллионы просмотров. Я говорю, реально, Ибраим, мы статистику очень сильно следим. В Ютубе миллионы просмотров. У меня месяц уже меньше 750 тысяч просмотров на моей ленте почти не бывает. Альхамдулилlah, я рад, потому что, с учетом того, что я знаю, что в России, по сути своей, Инстаграм стоит под блоком, значит, огромное количество в Европе, в Америке еще нордийский бот тролль Паной, я тебя отправлю домой. Если то, что я говорю, я не могу обосновать, Сунсу борщ оторваться. Но хохач элью. Это хохач элью. Ну да ладно, я не буду отвлекаться на хачаэлистов. Итак, мы дальше продолжаем, публикуем, помогаем, рассказываем любую тематику, важную для нашего народа, мы их обсуждаем. Просто сама суть, если здесь нету какого-то мата, если нету какого-то такого пошлого, сильного, там тёлки, спорт и так далее, ну неинтересно нашим это. Или какой-то тупой юмор. Интересно, да, Сафнахан? Это не популярный контент. Если я начинаю сидеть, материться или с кем-то спорить, сразу набегает. А у меня желания, если нету спора ради хайпа, у меня желания нету с кем-то спорить. Есть конкретная проблема, решаем, обсуждаем. Вот. Смысл весь в этом. Так, дальше. Башлам, брат, пожалуйста, как-нибудь расскажи про то, как в прошлом Нохчу и Лезги вместе давали отпор захватчикам на Кавказе. Обязательно расскажу. Человек, да, у меня с Айсой есть проект, мы работаем над... Башлам, зачитай сообщение, когда закончишь. Интерес новым Башлам, Дукчан, да, аватар, Йоха, Рахтер и так далее и тому подобное. Я и так их не считал мужчинами в ВШ. Когда они написали псевдоисторики в адрес чеченских историков, я окончательно убедился, что это группа норнийцев и свиней. Ну, друзья, послушайте. Во-первых, чтобы говорить о псевдоисториках и так далее, ну где чеченские псевдоисторики? О ком вы говорите? В интернете из чеченских историков там никого нету. Нас здесь вообще кто пишет об истории, даже 10 человек нету. Лица показываем только 2 человека в основном. И то более активные и более пассивные. Да? Ну, 3 человека. Опять же, Азамат не историк, он лингвист. Это я. Тут нисколько не приукрашивается. Я показываю лицо, рассказываю об истории. Аминтиса, точнее Азамат. Остальные закрытыми лицами и так далее и тому подобное.
как говорится, после этого больше нету. Был раньше Хасан Бакаев, дал Дегал Воля, дал Йосмани Охлу Уэлес. Его нету. Руслан Арсенукаев из Канады был. Он редко вообще, я его тоже не видел давно. А больше никого нету. Амин Тисаев, по сути, тоже иногда. Я, когда у меня есть возможность выйти, выхожу там, рассказываю про книги, про документы, про карты, вы видите. Больше ничего и нету. Кемирш историк, что вы кузаца дюч. Но в Европе Аджахару, он по чеченский язык. Вот Чигаев Майрбяк, у него определенный промежуток и свои воззрения, он там где-то тоже подкасты на радио и так далее и тому подобное. Камилу и историк. Кто? Кто? Я не видел. Капуров Шахруди Вац, Яуз Ахмадов Вац, Милухи. Хамзат Адамович Воч, Узакри Борис Байбулатович Сунгазу, Бугаев Муса Харонович, Багаев Муса Харонович из Вохкош, его тоже нету. Кто из историков? Ахмадов Шарпуди Бачуевич Велла, Хизреев Хаджи Ахмедович Велла, дал Гештуацун. Асан Бакаев Велла. Да у нас и нет больше историков. Какие историки у нас? Я не знаю, честно. Гапуров Шахрудин Удин, но он тоже, я не видел. Он раньше там выезжал, и Кешниш Улидахоти, Окадавелина, Бухари, Вожибошку, Шварихал. Сейчас его тоже нету. Больше я никаких историков не вижу. Башлам, есть ли вообще со стороны Ингушетии, которые были согласны с тобой на диспут? Да нет, я не видел. Историков нет. Историков не было. Историков не было. Есть закрытый, который заходили человек один, ну не хочу называть фамилию, он выходил, звонил мне, мы с ним говорили насчет Алан, насчет Новчи, там он говорил, что нужно отказываться от названия чеченцы и ингуши, от названия Новчи Гала надо отказаться, нужно общий там Элин Ахмадиевой, Эйлан Ноэхалдези, вот в таком формате он рассказывал, но не хочу называть его фамилию, в принципе неплохой парень, мы с ним дискуссировали, вроде бы он историк, но адекватный, в принципе, да. Но на эфир с лицом, чтобы его видно было и чтобы мог общаться, никто не выходил. Бузуртанов, он не историк, он исследователь, то есть не имеет специализированной, как говорится, специализации история, просто исследователь, это можно считать его простым блогером. Абадиев не историк, Нурди Казоев, ныне покойный уже Амбах Пурбамалай, он был историком. Кто там еще из историков? Хаймас Касто, вот этот, который в Европу сбежал, и чеченофобская, нарнийский утырок, да? Грубо говоря. Ну, остальные это скрытые, открытые нарнийцы. Ну, те, кто ненависть к целому народу. Присун больше цигацава, да, и никто и не выходил. Но если бы были бы, ты думаешь, они бы побежали бы к этим, к нашему красному горшочку. Сим Салабим, помоги. Дальше вот так, как говорится. Башлам. Шайл сообщений. Вещи. Сунам да язык дира. Шайл сообщение. Вещи. Сайнгушек вешкас. Башлам, если вообще со стороны я зачитал. Вот именно Башлам. И поэтому пишу об этом тебе. Я уверен, что они пишут о тебе и других. Вежри, если я это вслух не зачитываю, это не обозначает, что я это не зачитываю. Поэтому я все читаю, то, что вижу. Так что, у меня нету цели преследовать, у меня нету личной неприязни к этим людям. К их взглядам чеченофобским, да, есть. К чему можно придраться? Они придираются, начинают говорить, плакать, говорить. Единственное, это эфириотшена, само поддержки на канала. ДРС Хилшин, Годерн Олас,
Вот за почти что каждый час Олячу. Вот еще один донат. Абдул Наср прислал. Там имелось в виду как сестра с Карачая. Все. Это сестра с Карачая задонатила. Карачаевская сестра. Дай Аллах тебе здоровья за поддержку. Все понял. Там имелось в виду наша сестра с Карачая. Все. Все. Дело в том, что на чеченском языке я перевел. Карачай джитинат ирасаген. Абдул Насер задонатил на русском языке за нашу карачаевскую сестру Джитинат, здесь написано. Цунт ирасаген задонатидина. Извините. Поэтому я почему-то сказал Залимхан Харачевский, но Харачой Хаятесну Айрачой Дуцигадык. Вот. И потом он сейчас отправил, Абдул Наср отправил, там имелось в виду за нашу сестру с Карачая. Все. Это за счет нашей сестры Карачая. Вот и не нравится, когда я это зачитываю, когда нету насчет этого ничего, они начинают ко внешности приписывать там и так далее. И тому подобное. Так, Башлам, ассаламу алейкум, алейкум салам. Не знаешь, у чеберлоевца нет преданий о сванах. В Хое башня, похожая на сванскую. Чеберлоевцы тоже многие предки сванов, предками свана быть. Но сваны мы знаем, что они близко родственны нам. Все чеберлоевцы, они считаются выходцами в основе своей из Галанчожского района. Вот. А галанчожцы считают, и старейшины считают, что нашими близкими и считают нас одним народом. Это такие общества, как Хивсуры, Пшавы, Сваны и так далее и тому подобное, грузинские. Поэтому здесь ничего такого нету. Вполне может быть, вполне все может быть, поэтому мы родственные друг другу или соседствовали, и взяли друг друга, ничего такого плохого нету. Башлам вайкому ханху болх бина вай отцел цадизал вай цахилмада цхани ямат. Пишет Мушаев. Мы ничего в принципе не делали. Но проблема в том, что когда ты изливаешься кровью, когда тебя уничтожают, когда можно посягать на культурное наследие, на историю, на все что угодно, которое было у нас, это многим людям выгодно. А сейчас период, так сказать, ренессанса, да, возрождения, эпоха возрождения у чеченского народа. И они возрождаются. А когда возрождаются, когда здесь нет войны, когда за короткий срок то, что обещали, там ближайшие 50 лет не будет, и опять же жемчужиной Кавказа, грубо говоря, или русским Дубаем, как некоторые туристы называют, или самым быстро развивающимся экономически и так далее и тому подобное является Чечня. И обсуждают чеченцев, и везде на слуху чеченцы. И тут волей-неволей начинается вот это подсознание, комплекс маленького народа, когда ты сам дурак говоришь, ходишь там и так далее и тому подобное, да? Тебе нужно обязательно или хайпануть на хайпе, задевая честь чеченцев, чтобы на тебя обратили внимание, а так тебя никто не будет знать, понимаешь? Если тебя никто не узнает, то ты никак себя не покажешь, будешь всю жизнь ходить в тени. Вот. И чтобы не оказаться в тени, нужно вот что-то крякнуть, вякнуть на чеченцев и за счет этого хайпануть. По мне это так. Зависть и потенциальная ненависть к чеченцам, обида. У нормальных людей не должно быть ничего плохого к чеченцам, потому что, что мы делаем? Мы свою республику развиваем, строим, делаем. Каждый вносит свою лепту. Если девушки, они лучше всего делают свое дело. Если мужчины, они лучше всего делают свое дело. Как они пытаются, каким образом, где с бизнесом, где в политике, везде оказываются на самых высших местах. Занимайтесь, доказывайте, показывайте, воинов показывайте. Посмотрите. По сути, мы все говорим всегда, что мы воевали с Россией 400 лет, да? Я буду сейчас констатировать слова одного из национальных отцов
так сказать, Ингушской республики, да, как сказал Айсак Адзоев в своем выступлении, в интервью он сказал, если бы мы воевали против России, нас бы больше уважали и ценили. Кажется, он так сказал, да? Несмотря на то, что вот всегда мы говорим, воевали, противостояли России и так далее и тому подобное, у России великолепные, хорошие взаимоотношения с чеченцами, то есть у достойных представителей русского народа и русского государства, российского государства. Я говорю о нормальных людях, я о националистах, там, крайних либералов и так далее, я про масонов и так далее, я про этих людей не говорю. И несмотря на это, когда Россия и российская власть доверяет чеченцам, они показывают великолепные результаты в многих направлениях. Не всегда это получается, к сожалению. Приходится это лоббировать, многих человеческих жертв, финансовых жертв порой это нужно бывает доводить. Но не каждому человеку приходит, ты будешь это объяснять. И несмотря на все это, несмотря на всю подлость и всю грязь, которую выливали на нас, как на проклятых террористов, душманов, чучмеков и так далее и тому подобное, как только нас не называли за 2 чеченские войны, определенная структура власти и руководство России сегодня там доверяет чеченцам и дает им возрождаться так, как они хотят. Строить, развиваться, делать что-то хорошее, полезное. И на этом фоне, конечно же, мы находим некий негатив от некоторых людей, которые зависть, негатив, которые пытаются всяким образом это использовать. Я вижу это только в этом. Может, я немножко неправильно понимаю. Опять же, как указывал Айсак Адзоев, он говорит, если бы мы воевали, может быть, некоторые представители понимают, что чеченцы кровью и потом хотят лучшего для своего народа. Может, у них не получается, может, они совершают ошибки. Как сказал Сираждин Султыгов, он говорит, воевать на стороне имама Шамиля нам какая выгода была? Другой же Нардини сказал, ну вот бегали вы за этим имамом Шамилем, и чего добились, вас только там поубивали. Ну и так далее и тому подобное. То же самое говорили и про Первую Чеченскую войну, которую я считаю трагедией для русского народа и трагедией России, потому что чеченцы не заслуживали. И это вся вина я в Первой Чеченской войне вижу полностью на руководстве России Бориса Николаевича Ельцина. Это Пинчуга мало того, что развалила СССР, но и он является одним из основателей и тем, кто начал Первую Чеченскую войну, в которой погибло столько хороших, достойных сынов. И в Первую, и Вторую, вообще, я говорю, война вообще ничего хорошего не приносит никому. Мы потеряли великолепные умы, мы потеряли огромный класс интеллигентов, образованных людей. Мы потеряли всю инфраструктуру, которая могла сегодня кормить бы градообразующие предприятия, нефтеперерабатывающие химзаводы, ну и так далее. Много своих жителей, учителей, педагогов. Многие вещи мы потеряли за эти 2 войны. Этого всего бы не было, если бы эта Пинчуга не развалила бы СССР и не натворила то, что натворила. Ну да ладно, о мертвых или хорошо, или никак не будем об этом. В любом случае, какой бы тернистый путь ни проходили чеченцы, я надеюсь, что они живут не одним днем, и они пытаются, делают все, чтобы максимально уберечь этот народ, возвеличить этот народ, как это делали наши предки, во благо нашего народа, во благо нашей Родины. Большой и малый будем стараться делать так, как мы умеем. Умными, образованными, достойными. Валейкум ассалам. Так, сейчас. Вы видели интервью этого Кадзоева, где он говорит, что Аккай такой же народ, как ингуши,
что якобы они отдельно от чеченцев народ. Но это болтать язык без костей, это часть народа и никогда не был отдельным народом, поэтому это болтология даже и рассматривать. Не знаю, какой Кадзоев это сказал, но скажу, что врать у него, конечно, не получается. Ва алейкум ассалам, шейх Мансур, итальянец, бог, шамабу вайлул хуай. Цеху уж ол итальянец, хиларс 1000 раз воля аду, сюли хилчула, вы хажин имам шабеш хила белар итальянч. Вы видели интервью Кадзоева, это я зачитал, итальянец 1000 раз. Я еще раз повторюсь, послушайте, друзья. Шейх Мансур, то, что он не был никаким итальянцем, это однозначно. Та же наша гаплогруппа из Войнов Чевегу, из Тайпан Эльстанчхову, из Цашекую. Так что, да не слушайте вы. У людей есть принцип, и у людей есть цель. Чтобы у чеченцев не было национальных героев. Не было ни героев, ни предводителей, ничего. Что все здесь пришлые, и только пришлые добиваются здесь каких-то результатов. Только для этого. Кого бы ты ни назвал, будь это шейх Мансур, будь это Байсангур. Байсангура хотели приписать к Сюле. Шейх Мансура пытались приписать к итальянцам, к туркам, башкирам, татарам. Кого только его не приписывали. И так Зелимхана Харачевского приписывали к ингушам. И говорили, утверждали, что он реально на самом деле сам он ингуш. Потом и так далее и тому подобное. Кого? Бейбулата Таймиева приписывали кабардинцам. Есть такие, которые говорят, что он якобы был кабардинец. Хотя все знают, что Бильтову есть. И так далее и тому подобное. Кого ты не назовешь, каждый он кого-то, какого-то там рода. Хасбулатову тоже оказались там какие-то черкесские князья. Ирбайханов оказался кумыком, который первого грузил на Рейхстаг. Понимаете? И так далее и тому подобное. Если кто-то чего-то добивается, обязательно это нужно пришить. Чтобы чеченцы не поверили в себя, в свои силы. Чтобы мы вечно должны кого-то выбирать. Какого-нибудь Сюли, какого-нибудь Межги, какого-нибудь Жуктей. Пускай сидят у себя на родине и там делают. Мы же должны выбирать из своего народа и пытаться растить кадры из нашего народа. Историк валах, нохчихалвиз, археолог валах, нохчихалвиз, дик валах, валах, если мы все объединимся и будем помогать, из своего будем делать, он будет настоящим патриотом, он будет нашим нохчи. Эйя анил хумшуй, ишмюрчак омайлах, цер хокка дог лазардат сквай комах. Евой комах лазардат, евой деймах лазардат. Аш дуали доказать, да, схаметтик. Схаметтик доказать, видишь? Стал бы у Шурмаев сидеть здесь, воевать там и так далее и тому подобное. Лучше поехал бы в Италию, там воевал. Если он турок, почему он с турецким султаном не воевал там дальше, не сдавал аст, принимал и так далее. Поэтому здесь такие вещи. Оба, мама. Насчет Че Мансура и итальянец, Волшпеш, ногти выхаем. Да, бог хозяин. И ногти была, и камер геш болчан, и хаму бага сун хаули, доказать мне его, али. Да, кид беш собичом, сон баш, вок историк вас сун доказать, не хаули. Про музей и про все остальное. Сега, тем более в Италии, он прямой потом Чебисин Халбиз, это проще простого. Сегодня с генетикой не соврешь. А балаболить, говорить, это сколько угодно. Какие интересы были у итальянского авантюриста, чтобы доказывать, воюя против России, уничтожая Россию, что итальянцы имеют общих границ с Россией? Итальянцы каким-то образом противостоят России? Я понимаю, если бы сказали, что он турок. Но турки тоже говорят, он не подчиняется, нужно его завлечь, задарить его подарками, документы есть. Это уже показывает, что он не турок. Он турков презирал и говорил, вы сдаете, не сдавайтесь, воюйте до конца в Анапе. Они сдали. Сдались в почетный плен, получили ордена, вернулись и дома получили, и здесь получили ордена. И в честь них назвали еще целое селение. Разве нет?
Разве нету сегодня вон там города или поселок Баталпашинск? Есть. А где есть шейх Мансурова? Нету. Как описывают его? Лже-мессия, лже-пророк, лже-проповедник, магометанин, возмутитель. Уничтожил 30 тысяч за свою короткую жизнь, которую он прожил. Уничтожил в этой Кавказской войне, ему приписывают 30 тысяч офицеров, генералов и солдат шейху Мансуру, его восстанию. Нет, посмотрите, это не я говорю, это сами российские источники это излагают. Что он испугался, что он плакал, что он дрожал, все это приписывают, однако что-то в нужный момент, когда ему просили, когда его призывали, когда он находился в этом погребе. Авале, сдайся, почетно, нормально, теме он. Будешь в двухэтажной вилле нормально там отплясывать, там, королеве на балу, кататься на санках, свою семью перевезешь. Что ему не предлагали разве этого всего? Предлагали. Он отказался. Его спрашивали, откажись от своих слов. Скажи, что ты не прав. На суде. Отказался ли он? Нет. Как и Байсангур Бинаевский, Ладов Шузову. Итальянец, Бārco, итальянец, убошпеш, ногчи убārco. Да. Трафик, да, или он освободила. Иса, Ладов, шо, вон, связи, алло. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Удушуга башламок шай. Соук сайтемш бяш ашон заго. Ну ты за всех, за нас, короче, держишь удар. Что делать с темой? Хайшо, хинс хайшон, айса. Освободил. Заурвара ачвара. Блин, да я ж... Ничего, Заур. Раз, два, три. Хайшуя. Заур. Тебя полслова твое слышно, вторую половину не слышно у тебя бывает. В Телеграме что-то происходит. Не могу тоже в Телеграм подключиться, да. Зайди, Заур, зайди в Инстаграм. У тебя же Инста есть через VPN. Зайди, отправь запрос Чуаура. Но здесь-то половина слышно, половина не слышно тебя. Да, в Телеграме невозможно, вообще невозможно подключиться. Ну, они сейчас жестко, да, здесь... Не проходит. От шейх Мансур Аляс, там же протоколы судебного заседания же есть, там же все описано, все эти, это же протоколы же есть. Помните, вот это пробросы для того, чтобы дискредитировать шейха Мансура, сказать, что он не чеченец, а тем начерцалил. Да, ну там протоколы, пусть они прочитают, там же российская юриспруденция, она же описывает, кто он, что он, и предлагает ему, чтобы он отказался от борьбы, вернулся, и он отказывается это все применять. Что они ерундой занимаются? Я тебе об этом и говорю. Тут да. Сдайся, ну, допустим, если ты был подослан царской охранкой, да? Или итальянец, там, Жан-Батиста Убайцари. Если ты итальянец, возникает вопрос. Вот ты сделал все, поджег весь Кавказ, залил его в крови и так далее и тому подобное. И тебе говорят, сдайся и так далее. Ну, в нужный момент можешь сорваться. Ты можешь взять бабки, ордена и сказать, все, адельверчи, как там у итальянца, адельверчи, или как там у них было вроде бы. Адельверчи, я уехал к себе в Италию на свой сапог итальянский. Ну, уедь. Зачем сидеть, что не знает вообще, каковы были тюрьмы в Российской империи? Они были ничем не лучше сегодняшних, поверьте. Сегодня это вообще рай с малиной, в отличие от тех. Заболеть там чехоткой, заболеть там какими только нельзя было болезнями,
говорили, за хульщики, легкий шампейчик, говорили, туберкулезом. Туберкулез, чехотка. Туберкулезом, чехоткой заразиться, умереть, защищая интересы не своего народа, не своего государства. Чем мотивировано это? Чем? Потому что любой шпион, в любой момент, когда у тебя возникает момент, когда ты должен перейти уже вот все, последний момент, и ты знаешь, что вот ты попадаешь в плен, ты должен, если ты авантюрист и так далее и тому подобное, ты говоришь, все, я осознал, я виноват, и свалить, как сделали это некоторые. Я не хочу, чтобы больше проливалась кровь вдов и матерей и так далее. Ну, уезжай. Вот это уже конкретно, грубо говоря, показывает, что у тебя не было никаких национальных интересов, и, грубо говоря, у тебя не было вот такого, грубо говоря, отношения к этому народу. Показатель. Он налицо, когда ему сказали на суде, признай, что ты был бунтарем, подчинись там. А он сказал, я не бунтовал, я не был вашим подданным. Да. Я отказываюсь, я буду сражаться с вами, если вы меня освободите. Они в шоке были, они думали, что он сейчас все признает и уйдет. Он же отказался от этого. О чем они говорят, вот те, кто хотят очернить шейха Мансура. И пусть покажет в истории подобных лидеров, которые национально-освободительных и любых в мире, которые бы вот принимали такое вот решение, короче, оставаясь на своих позициях. Но я не об этом хотел сказать. Башлам, я хотел у тебя об одной вещи поинтересоваться. Так. Вот ты вот говорил по поводу Ялхой-Баря, вот у них башни, они по всем этим параметрам, короче говоря, стандартам, да, восстановили. А ты, может быть, ты знаешь, может быть, не знаешь, раствор какой они используют? Не в курсе ты, не знаешь? Я знаю одно, Оша. По тем технологиям, которые сейчас есть, примерно... По тем технологиям, которые реконструированы Хайбахери, Хайбахскую башню как восстанавливают, Суюкаса, немецкие технологии, элицари, которая не позволяет дождю, воде размываться, изюбаться, использованы. И юкцарь используется. Айса, я не интересовался, в принципе, как таковой, именно хураствор, лело, шуюш, суюк, юрчик, хуюйбол. Но они использовали именно скайбаха, именно юкцарь, лелушек. Я понял. Я знаешь, к чему это интересует у тебя, Башлам? Вот у меня вот в связи с этим есть такой вопрос. Вот у нас были строения, которые использовались без раствора. На сухая кладка у нас была, да? Вот я, знаешь, кроме нас, у наших соседей, например, у ингушей есть такая технология? Нет. Они использовали ее? Нет, я скажу тебе так, смотри, по крайней мере, я не видел и не могу увидеть. Знаешь почему? Айса, я видел наш камень. Как обработан наш камень. Ты же был дома? Ты же видел, как он обработан? Да. Высококачественно. Он ровный. И даже, допустим, в Шикарое и в Тирое Махка разные камни. В Шикарое есть вот такие вот плиты, ровные, как срезанные под лезвию. Просто его нужно острыми определенным металлическим раз, он превращается в кирпич, его не нужно обрабатывать полностью. В Терлое только одна сторона шерю, а вот жига нужно обрабатывать. Шаря, что есть кахик, алсмуд есть иромахка, маслабас. А у Ингушетии, то, что я видел башни, там везде в основном камень глыбчатый буцери. Генохон гуарги. То есть, если его будешь ложить без раствора, он не выдержит. И хакцаушхач. По крайней мере, я не видел. Но сейчас камень, который они используют, вполне возможно, есть какие-то башни, которые они привозили и делали. Но я не видел. Врать не буду. Я знаешь, Башлам, к чему это говорю? Вот у меня есть одно предположение. Вот смотри, почему я на растворе акцентирую внимание. Это
Понимаешь, немного, может быть, мы не слишком придаем значение вот этим строительству, вот этих архитекторов и вот строителей наших башен, разных строений, да, то есть каменных. Вот смотри, в древности делали это в других странах, в Средневековье и более в древние времена, раствор делали из 3 материалов. Использовали песок, глину и известь. Почему делали такое непрочное? Потому что она была мягкая, и во время землетрясений он не лопался, этот раствор, он изгибался, но оставался, то есть не разваливалась стена. И поэтому использовали вот такой вот метод раствора. А если это опять же мое предположение, получается, если наши стали использовать в среднем, это же с одной стороны покажется, что это немного отсталое и неразумное решение, да, без раствора выкладывать, то получается наши зодчие, это с чем это, с геодезией или с физикой, с какими-то законами связано, они поняли, что без раствора еще более прочнее будет строение и не будет подвержено разрушению, то есть безрастворное вот это вот строительство вот этих зданий наших и растворивать. А с юха к раствору... Я не хочу называть этого чиновника определенно. Да. То есть, когда мы с ним разговаривали, он клялся и божился, говорил, нету в Чечне ни одной башни, которая была построена на сухой кладке. Поясню тебе почему. Потому что сегодня нету таких мастеров, которые могут построить его на таком же основании. Вот так вот. Вот так вот. Но, чтобы не признать это, он указывает, и сегодня, буквально, когда мы с ним разговаривали, пытался мне влепить. Хотя и Марковин, и тот же, которого ты книгу мне прислал, да? Гольдштейн. Они очень много рассказывают о сухой кладке. Никаких цементов там не было, да, там известковый, кто-то на глиняной говорил, каша там делалась, кто-то там на яйцах динозавров или курей, но, боюсь, и не хватило бы курей столько, сколько можно было желтка использовать и так далее. Ну, это ритуальные вещи, наверное, были. Чисто. Да, поэтому, ну, ты знаешь, я думаю, что просто-напросто, Иса, кто видел Кирдибанш, кто видел Кирдибанш, кто видел Эльдпха, кто видел Никербанш, залез, побывал, посмотрел, как они в 13, 12, 10 веку построены, дальше говорить не нужно. Если на тот период зодчество доходило вот до таких, грубо говоря, точных геометрических пропорций, как они подгоняли, как они это все делали. И самое интересное, Николаевские башни, забашенный комплекс, это, честно сказать, не столько важна боевая башня, которая сохранилась, но то, что там есть пятиэтажная, полуживая и полубоевая башня, вот это одно из чудес, потому что это единственная башня во всей республике, оставшаяся в первозданном виде 5 этажей. Пятиэтажная, полужилая, полубоевая. То есть там люди жили, там же люди и воевали в трудные минуты. Вот это важно понимать. Башлам, я по Хадешу Кадалла, вот я вот опять хочу вернуться к расколу. Хочу, чтобы было понятно, я говорю непосредственно только за себя. Только то, что я не видел. Если вы где-то видели его в настоящее время, это никаких проблем нету. Из Собордила, здесь задали мне вопрос, если я не отвечу, Акара специально. Ассаламу алейкум, Башлам, да. У нас в гостях наша сестра-патриотка из Ингушетии. Рад за нее. Она просит нас, в общем, с обоих сторон, чтобы мы не задевали честь женщин. С захло магал мадаклаш.
пишет нам Вайкавказ. Ну, Вайкавказ, во-первых, честь женщин задевать или говорить, тот, кто говорит, он не является мужчиной на Кавказе вообще, к любой национальности, речь не только о чеченцах, ингушах. Для меня нету ногчи Аллаха, для меня мы все один народ. Поэтому ты явно не по адресу ко мне обратился. У меня никогда не было оскорбления. Но есть, которые носят юбки, существа, имеющие научную степень, так, который оскорбляет. И к ней я отношусь не как к женщине или девушке, и ее опускаю и наказываю в каком плане? В научном, да? Вот, только в плане как научного представителя. Ведущий специалист, доктор исторических, не доктор, кандидат исторических наук, ведущий этнолог Российской академии наук. Их наказывают только для этого. В остальном же плане у нас никогда, я, по крайней мере, созудришь, ну, есть некоторые, вечно чую, но она провоцирует меня, чтобы я что-то плохое сказал. Или она влюблена в меня, ну, извини, Айса, или я ее не понимаю, зачем сидеть у меня, чтобы критиковать или говорить что-то. Хочу ее, хунядин. На второй день, когда я пошутил, сказал, что в студенческие годы мне нравилась одна девушка, но из-за того, что там я ей не признался, там, и все, и всегда у меня было к ним хорошее отношение. Я и на самом деле люблю этих людей. Я сам добрый человек, но эти люди на самом деле смешной, саму не нах больше. Ишбич вас. Но в остальном вопросе у меня никаких претензий нет. Эта девушка подхватывает, заходит, я пишу пост про национального героя чеченского народа, она заходит и начинает говорить, у меня один Башлам нас ненавидит за то, что там ему отказала какая-то ингушская девушка. Эта девушка даже не знает, что я был в нее влюблен. Или там сон хазхьечери. Ну, дурак, что кьютсон де ребях мовили, ахар Иса хуек духаттар сонайтер, вайшинг домясен. Яичный раствор Орша, хезнер сонабах. Бывает ли такое интересно? Наши старшие говорили, что церковь в Хасавюрте построена на яичном растворе. Вот такой вопрос задали, Айса, тебе. Сейчас ответишь. Башлам, как я сказал, какие бы споры не вели мы, нельзя посягать на честь женщин. Озвучь это, опять же, женщин вообще трогать нельзя. Вообще зудрящие честь, такие гулкдация, юэштация. Да и мы никогда этого не делали, алхамдулилlah. А церковь, как Хасавюрте, построена где-то 150 лет назад. Айса, это вопрос к тебе. Тебе и чести нету, чтобы ее защищать. Ищет ситуацию, это вопрос к тебе, и можно уже отвечать. Да, вот смотри, Башлам, сейчас я вначале свои наблюдения расскажу, да, ну это касается этого вопроса. Хадис, главное, чтобы ты слышал, это и для тебя в первую очередь. Вот я это самое расскажу свои наблюдения, Башлам, по поводу вот этого вот раствора. Я еще в 98-99 году я там побывал и, в общем, изучал башни, строения, разрушенные, которые там были. И случайно я обнаружил одну вещь. К чему я это говорю? Вот, например, если наши сегодняшние строители, кто восстанавливает башни, я категорически против того, чтобы использовался цемент. Потому что цемент притягивает сырость и холод. Через него проходит, если ты, скажем, в такой башне, пусть жилой, пусть боевой, если даже ночь переночуешь, ты больным оттуда выйдешь, у тебя все возможные простуды. Можно подхватить ту же самую туберкулез, да? Да, конечно, все это невозможно там находиться будет. А за одну ночь можешь посадить
свое здоровье. А в те времена, когда они использовались, люди там месяцами жили и не выходили. Так вот, я предположил, это мое предположение, не утверждение, потому что многие наши братья сразу нападают же, гербары, вошбары, цабары, да, это самое, санхитак башен, аж дуэль, сон дучдачен, и я не ученый, я не специалист, я просто делюсь своим мнением, оно может быть ошибочным. Скорее всего, оно ошибочным. Но даже если я ошибаюсь, можно же дать мне возможность высказать свое мнение. Вот. Поэтому я предположил, что если эти башни строились, они использовали подручный материал. Они не могли его привозить за десятки, сотни километров, какой-нибудь определенный материал, который у них был под рукой. Так вот, есть определенные скальные породы. У нас уже, когда ты поднимаешься туда выше, вот ты берешь эту скальную породу, я это обратил внимание на то, когда трактора там пробивали эту дорогу, когда они разбивали эту скальную породу. Что происходило? Когда эта скальная порода крошилась, то есть до уровня песка, да, вот она размельчалась, вода попадала, дождь, она превращалась в грязь. И как только она, то есть, в такую жижу превращалась, и когда она высыхала, она снова превращалась в эту скальную породу. Я думаю, что как раз таки вот чишкахи, цемент, она, в принципе, таким же образом размельчить, то ищет же ящаться цемента. Я не знаю, как они там делают, но в горах примерно я понял, консистенция почти такая же. Да, наблюдение вот этого. Скорее всего, они крошили эту породу, добавляли глину, которая там есть, и добавляли песок. Может быть, известь где-то. Из этого, единственное, вот этот вот, то, что касается молока, я знаю одно точно. Оно в истории у нас описано, что молоко заливалось на место, где собиралась ставиться башня, чтобы она пропиталась или не пропитывается, уходит там, есть раскол или нет. То, что касается яиц, ну, это может быть ритуально, это один видов. Да, там небольшое количество добавлялось. Да. А если говорят, что там использовали где-то в Хасавюрте, ну пусть возьмут там ведро этих яиц, там ведро песка, цемента, перемешают и посмотрят, какой раствор получится у них. Это же несложно проверить сегодня. Консистенция не поменяется. Любой университет, Чувахчантик. Анализ они сделают. Вот даже, например, в Осетине есть такая пословица, что из башни, боевой башни можно построить целое селение, а из целого селения боевую башню не построишь. Поэтому у них есть такая пословица. Поэтому и может быть, там Махкан, Лахтан, Шури, Рицбо, что Хумдуй, вот это вот как ритуал. Это ритуальный бар? Да. В те далекие времена, возможно, использовали. Поэтому вот этот вот раствор такой, а то, что без раствора, это наши зодчие достигли наивысшей степени вот этого мастерства строительного. И что они, как они думают... Тот, кто хочет посмотреть сухую кладку, как она выглядит, я прошу этих людей на сегодняшний день поехать в Шаройский район, в Шикаройское селение, Шикарой, там жилые башенные комплексы. Посмотрите, и вы увидите воочию, какие были башни из сухой кладки. И насколько идеально геометрически выровненные стены у них все есть. Я почему говорю именно не потому, что там Ирой Махкаль, в других местах нету. Нет, есть. Но дело в том, что я хочу пояснить. Ирлоевские башни, Ирлой приписывают Ирой Шегалгай Бубош Бьючмабайца. И то Галгай Бубош Бьючар. Мелхи Галгай Бубош Бьюч Буцар. И это все граничит, они все более или менее близко к Ингушетии. А Шикарой, они не являются соседями Ингушетии. Вообще, имеется в виду Шарой, не являются
И никаких, я у старших, 90-100 шадов, Бакканабар, когда я ездил туда, и ни один старейшина Шихаройский, даже духа не было здесь, головы, который что-либо строил. А на Шихаройских башнях есть этот петроглиф, который Иса Кадзоев использует сегодня на ингушском флаге. Это не оскорбление, это исторический факт. И когда я показывал башенные комплексы, жилые башенные комплексы петроглифами, и показывал, не говоря, откуда они, когда ко мне зашел один из Евлоевых, да, он, Тимур Эллерс, Тамерлан Эллерс, он клялся, божился, что это башенный комплекс Евлоевых, кажется, ингушский. Но я этому человеку сказал, ты сам был в Чечне когда-нибудь? Ты понимаешь, где географически находится? Нет, тари, возле, там, все что угодно. Ну, по сухую кладку посмотрите, увидите Шихарой великолепные. Я знаю, Башлан, почему фокусирую вот на этом моменте, вот до какой степени наука должна была быть развита, что они могли понять, что сухая кладка может быть более прочная. Я тебе говорю, физика, геометрия и химия, которые обладали нынешние, сегодняшние, да, науки, которые, естественно, которые есть, которыми обладали наши предки, пускай в 10, 11, 12, 13, 14 веках, это просто уму невообразимо, Айса. Это подтверждает вот эту вот очень высокую образованность нашего народа. Вот именно законы физики, это же законы физики должны были знать люди. Конечно. И военного дела. Законы физики и военного дела. И самое интересное, Айса, когда мы говорим о боевых башнях, вот эти бойницы, представь, что они делали эти бойницы таким образом. Бойницы — это свободное пространство, правильно, Айса? Да. Место, откуда нужно выстрелить. Да. Представляешь, в этой башне их было 5, 10, 20. А это пустое место. А это пустое место при сейсмоустойчивости должны же были проваливаться туда, правильно? Предусмотреть бойницы. Раз. Предусмотреть так, чтобы туда внутрь не протекал дождь и даже мышка не находила оттуда выход. 2. Доказанный исторический факт. 3. Построить в этих башнях камины и отопление на 5 этажей. 3. Построить в этих башнях холодильные камеры. 4, которые есть. И мы показывали терлои, которые нашли. То есть и тепло, есть и холод без использования электричества Богмадайсай. Да. Понимаешь? Все это предусмотреть, опять же, более древние башенные комплексы. У них не было перекрытий бетонных и каменных. Они были деревянные. А это всего 4 стены с внутренней пустой полостью. По сути своей, тот, кто знает и разбирается в физике и в строительстве, вы должны понимать. Царюк буч был опорный буч был и столбы, и боцик, боевой бомбоцик, и боевой башни, что бомбовации, только в жилых А боевые башни, это по сути стены, которые сужаются вверх, закрываются сверху, и при землетрясении, при попадании там пушек и так далее и тому подобное. Хотя они были пустые, полые внутри. И наклонная стена Башлам была выстроена так, что сброшенный камень вниз без усилий, просто сила притяжения использовала, рикошетила от стены и била в противника, который подходил к этой башне. Абсолютно. Это не все так просто было, Дугдаш. Это не все так просто. Это именно этот вид зодчества, это на самом деле... Вершина научной мысли. Вот все говорят сегодня, вот Дербент, у которого там 5000 лет и так далее. Ну что такое Дербент? Дербент, основанная, со всем уважением, да,
к Дербенту и к истории дагестанцев, лезгинов. Дербент просто находится стратегически в таком месте, но сверх прямо такого научного чуда для того периода, который он был построен, там нету. Использован рельеф просто природный. Использованный рельеф. Это не высота гор, понимаешь, 2000. Ты поднимаешься в Терломак, высота 2500-3000, ну 2500, 2100, 2300, 2400 метров над уровнем моря. Плюс ты поднимаешься на эту гору вверх. Все это должно быть отточено, все это нужно поднять, все это нужно построить. С учетом того, что это нужно сдать еще в течение года. Высота 25 метров. Камины, холодильники, бойницы, мойницы, двери, окна, все это предусмотреть. Каждая арка, ее нужно обрабатывать, ее нужно сделать, чтобы он выдержал вес этой башни. Мелду и Шадыг. Это сверхмастерство и самое прекрасное, конечно же, я понимаю, когда Мехда говорит, каждый тейп, у кого есть родовая башня, кто является Нохчи, восстанавливайте, возрождайте. Тут речь не идет об исторических памятниках, их нельзя трогать, это уже защищено законом. Я не про них говорю. Я говорю, те, которые уничтожены 100% и имеют свою родовую гору, восстанавливайте, показывайте. Это наша история. А яка балгуняды мяждик. Ну ладно, построили шудир душун. Валлахи, мамуатлаш ассумяждик шандуар лахчунса. Стоит мечеть в горах. Пустует. Иногда приедет турист или из этого тайпа человек, зайдет, там сделает намаз. Если сделает. Все. К нему никто не подходит, к нему никакого определенного внимания не уделяет. Но есть оно и есть. Но башня – это история. Это символ этого тейпа. Это символ нашего народа. Честь, совесть, гордость, все можно туда включить. Потому что, и, по принципе, не каждый мог. Я понимаю, я со всем уважением. Мечеть строят. Ладно, построили мечеть. А мечеть индеулишу, ну, сделайте, чтобы эта башня ваша красавица стояла. Шей угар лом бюха. Дышни была, дышни хечер была, хечер. Хар ирой баншушун, хар мелхи баншушун, хар чентию, хар зумсуаю, хар тумсуаю, хар межуаю, хар цечуаю, хар галаю. Ну и так далее. Хар эхкию, лам эхкию, хар ахкацакею, хар акеды, хар и так далее и тому подобное. Это наша история. Нельзя от этого отказываться. Там, знаешь, Башлам, еще вот, на мой взгляд, вот многие же пытаются вот смотреть там на европейские династии, да, то есть там княжеские, там бароны, графья и так далее. Но они, то есть, ну, либо с завистью, либо с тем, что вот они имеют. Так они, вот эти все титулы, обладатели этих титулов, они имели свои родовые замки. Это башни, балныш, это на чеченском языке, а если на международном языке, это родовой замок, это как бы атрибут твоего происхождения, подтверждение. Понимаешь, ха-ха-ха-ха, да? Кто мог себе позволить это замки в европейской культуре, условно говоря? Простой день же не мог, крестьянин же не мог. Вот это башня. Да, только аристократы. Башня – это не просто строение, это статус и подтверждение того, что эта семья была землевладельцем. То есть и мохбу, и мехтик, да, лам была вэм, лам ол, гора, то есть а это землевладение, то есть это больше, чем исторически, это твое подтверждение твоего своеобразного ДНК этого тейпа, благородного происхождения, скажем так, твоего благородного происхождения. И я, знаешь, что хотел обратить внимание, Башлам Минза, я у тебя видел, ты выложил в 20-х годах эхки,
Сабауи, там пятиэтажная, по-моему, красивый такой комплекс. И с боевой она стоит. Вот я, знаешь, на что обратил внимание, в Аравии, я не помню в какой стране, это юг Аравии, там в какой-то передаче показывали древние вот эти типа небоскребы древности, там 3, 4, 5-этажные здания. То ли в Йемене это было, то ли я вот не помню. Йемене. Да, скорее всего там. И вот обрати внимание, вот если присмотреться, вот именно когда вот ты смотришь, вот и пятиэтажные здания, без боевой, у них нету боевой, они практически идентичные. То есть вот это вот строение, вот ихние вот наклоны, вот эти вот башенные, очень они как-то похожи. Что подчеркивает, опять же, легенды нашего народа. Да, что они ушли. Пришли из Шама, точнее, Шам always означает. Может быть, мы ушли туда. Да, извини, я забыл версию. Или ушли отсюда. Вот. Или ушли туда. Мы же не можем одно другим исключать. Либо отсюда пришли, либо туда пришли. И еще один момент, Башлам, с твоего позволения, Инзе, вот есть вот это сейчас говорится Кавказ, Северный Кавказ и Закавказье, да, вот. Это в советское время начали использовать. Да, а до этого назывался Кавказ, то есть который делился на Большой и Малый Кавказ, да, то есть это самое. Малый Кавказ, он находится, то есть от Грузии, когда это Алазанскую долину ты пересекаешь туда. Арарат находится на территории Восточной Турции, правильно? То есть Арарат это вершина Кавказа. Да. То есть южный склон Арарата уходит туда, ближе к Ираку, то есть это Восточная Турция получается, правильно? То есть вот это вот. Да, она туда уходит, это не Кавказ, мы как-то ограничиваем его, да, но он уже, этот Кавказ, он уходит более туда, к Турции, к Восточной Турции. Так вот, на этой территории находился когда-то территория Харан-Олаш, город Ур. И вот я читал, Асана Бакаева читал. Да, и вот с этого Ура вышел пророк Ибрахим, алейхиссалам, Авраам. Я читал об этом. Вот, поэтому вот эта вот теория, вот это, что он выходит с Кавказа, то есть Восточная Турция, это не Восток. Само название Турция появилось намного же позже, она появилась. Конечно. Вот этот вот момент. Хиса Алла Бица, он даст, я не буду занимать твой эфир больше. Нашу работу с лезгинами не прекращай, если что, сразу. Нет, это и Болгом бить еще лушбац, вот эта информация, они периодически мы на связи. А когда будет все готово, я все это предоставлю. Хорошо, Ваша. Хорошо. Ассаламу алейкум. Так, давайте быстро ответим. Так, хочу изначально поблагодарить. Задонатил Заур Биноевский. Заур Дейрес Хил, да, Духуахуайл, Будиснег Эзешка Соудолетил. Заур всегда, когда он в эфире, пытается поддержать, задонатить. Заур Дейрес Хил. И Хасан, один из наших братьев Хасан, задонатил и написал: Хасан Бакаев Ирсагина с Ютуба Алязина. Ютуб Ир Хасан Дейрес Хил. Он прислал в Инстаграм. Точнее, на Сбер прислал. Дейрес Хил Будиснег Эзешка Соудолетил. Теперь уже такую больше, чуть, как говорится, лучше средней книгу одну мы уже на одну книгу почти собрали. Ну, ничего, как говорится, Москва не сразу строилась, что на Дейрес Хил. Вот хотел зачитать, что эти два человека поддержали. Профайл или iProfile профизиду изъясен. Салам алейкум, алейкум ассалам. Что скажешь ДНК династии грузинских царей? Они тоже Q. Ну, если Q, так Q.
это не мне нужно говорить, это как же будут дальше жить некоторые норвежцы, которые говорили, называли гаплогруппу Q, называли монголами и тому подобное. Как же так, грузинские цари монголы были, что ли? Думаю, что норвежцам придется поплакать. А я скажу, что, ну, хорошая гаплогруппа Q. И L3, и J2, и J1, и G2. Это все наши родные, как говорится. Дальше. Бузуртанян заявляет, что грузинские цари – это их предки и родственники. Ну, сказки говорит даже, что Бузуртанов это сказал. Для меня немножко оскорбление. Башлам дал Сидуэль Хабах, Дерес Хил дал Сидуэль Шу. Говорили, со всего района собирали эти яички у народа. Ну, много яиц понадобится, особенно если кто был в Чечне. Посмотрите, сколько у нас башенных комплексов, особенно жилых, это огромное количество. Муцар дол междиги юг сухой клад. Муцар дол междиги юг сухой кладк. Муцар дол междиги юг сухой кладк, может быть. Пирамиды в Египте на сухой кладке полностью. Стар Инг не согласен. Там использовалась глина. Об этом говорит не только. Сейчас ученые доказывают даже, что верхняя часть всей пирамид, египетских пирамид, они использовали, сжигали, делали в печь, разжигали огонь и делали наверху, обжигали глину, и она превращалась в эти блоки. Точнее, ну, по крайней мере, так говорят ученые с National Geographic и некоторые мусульманские ученые, что этот момент даже описан в Коране. Вот, но посмотрите, тот, кто, конечно, верует, кто не верует, может не верить. Так что сухую кладку, кроме сухой кладки, глину использовали в египетских, как говорится, в этих пирамидах. Лей Тушаева, Аллах цейл чудал сидва. Аллах цейл чудал сидва. Дерес хил дал нухяхвел. За такие добрые слова. Ассалам алейкум. Ва алейкум ассалам. Башлам Чеберлоевский Варсуайх да хуг Варсуайх лаца. Здесь нашему эфире холодец. Варсуай тайп нахляться, но Варсуай сошичвай был. Про их ДНК в основном я тоже рассказывал. Это очень древние и прямо на границе живущие воины Варсуай тайпниш. Так что я повторяться не хочу. Посмотрите на нашем канале. Варсуай байнахляц. Язинчика хаду хундуш у нас Варсуай шхляц. Так, асайшич духави здесь. Я не считаю бей вот здесь. Цеджол харёш. Сосан царут е мажор сахарца абазду. Эпаздук cie эпаздуй. Сундера Варсуай шхляц язин. Шун масектуза. Хайзуй. Куйкбур. Чеберлой махча хазну бай диалект, точнее Чеберлой махта чем не статься, так Чеберлой диалект хазю его юрташ белхи барбяш. Белхи бяш масана шичва хақоқшки можла те бютки башкияшдар. Так масерга қоқшан телефон шачу соцан. Там гядергно шичик телефон туяхас ата хавол хаэле у гнош ктуит хавола эле. Так, أدخل حك واشكتو خيتا ويرزا بعنتو أشكيلي شطيب نشتويت سنيخو أشكيلي ورندو أشكيلي شابش حقوق شخصوصي جرجن شيوت وانتو راشورتو اشتبالك لابيل خيمن هون تي أوشل تقيتي فتاركل دي عشوار اشتوينا جيمو مشو Ну, Жимбо году лет 16, значит, Джоухар اشتوي قاخل بيش بيلخيدو بلخي وعويزو خزلوزر جديدو هردو وجدو أشهر بلخي سوار أي هر كوي глашусо هر كوي глашол дер вай еще цуш خز чеберло диалектизи ой вилер 20 куда прошло с тех пор уже лет наверное 10-15 до сих пор гомоген и куй гмоду хинз уже шебеш то шканеле хинца хизо шух эй Джохар и куй гмоду хай куй глаш ну я бош хизо
İşte varsay, borz, cebir var borzu. Что само не был дука бисун варсай. Док тайп даций. Ну, такой средний тайп ду в основе. Хазнехан майри яхьошибу чебер варсай. Дуинал дошта качи юртутили лахар варси ош. Что древний тайпа ду варсай. Шталдук варсош клец. Количество шадик суная тряс язи на шунцуница. Я иногда могу путать сундери, путаться цедархам. Что зайдите, чуть-чуть спуститесь, шейхауса уж со страницы, я язнен душу. Шталбук. В оригинале Библии место, где Авраам купил землю, называется Махбелла, что на чеченском означает оплоченная земля. Расул Алиев пишет. Да, есть такие вещи, конечно. Вежри, шейхаттар штала, Ибраим, YouTube чура хаттар шхадах кит, Telegram чура хаттар штала, аша хадах кит, вая иснага қи, ну, короче, 22 минуты у нас еще. Я постараюсь ответить на ваши вопросы, и дальше просто я не хочу. Дело не в том, что хочу, не хочу. Мы начали 21:30, 22:30, 23:30, 0:30 и 01:30. Уже 4-й час. Я не хочу тратить, как говорится, наше время, чтобы завтра можно было провести эфир. Если бы, как раньше, мы нормально могли бы собрать там из-за его ерерс эфир, сундера, шухаица дяша башлам, совсем забыл. Посмотри еще название алагирских сел в Википедии, названия похожие на шаройские и чеберлоевские тайпы. Вполне возможно, не отрицаю. Ну, на Кавказе в основном те, кто имеет особенно коренное происхождение, здесь духа-диктатор хушун. Как я говорил, что часть осетин, они считаются войнавскими. Обычно это писали в советское время представители осетин. Они переняли все нашу штатсполчара. Ничего удивительного, так что если у нас есть схожесть с осетинами, это вполне нормально. И в одежде, и в некоторых именах, и фамилиях у нас есть очень большие совпадения с осетинами. Но осетины тоже делятся на 3 части, да, если я не ошибаюсь, там дегорцы, кударцы и иронцы. С иронцами у нас мало что похоже, вообще ничего. А вот с остальными, ну, дегорцами, так, называйте их дегорцы, алагирцы, или как вы по-другому называете, у них то, что многое совпадает, у нас и фамилии, и имена, и одежда, и некоторые слова, и понятия, тут ничего удивительного нет. Так что, еще что, ну, это же не сегодня, не вчера, не 100 лет тому назад пришли осетины сюда, да, грубо говоря. Есть, конечно, некоторые представители, которые говорят, что во времена нашествия там Тимура они пришли, то бишь в 14 веке. Но даже если прошло с 14 века они оказались здесь, опять же возникает вопрос. Без малого прошло уже 700 лет, как проживают. Ну, извините, вон кумыки тоже, которые здесь 600-800 лет Бошашбу, они везде на дагестанских книгах записаны как коренной народ Кавказа, их написано кумыки. Если кумыки коренной народ Кавказа, то почему не быть осетином коренного Кавказа? И я еще раз повторюсь, осетины очень хорошо записаны в грузины, в грузинской истории. И кто бы что бы ни говорил, по крайней мере, в истории они записаны очень хорошо, осетины. Вот. И, в принципе-то, и абхазы тоже неплохо записаны. Но осетины очень хорошо записаны. И это, конечно же, показывает, опять же, что на данный промежуток истории очень были хорошие взаимоотношения у кавказских обществ. И взаимоотношения были хорошими. Так что здесь ничего удивительного я не вижу, если есть какие-то совпадения, будь то в именах, будь то в языке, или будь то в одежде, или же даже в тех же ДНК.
или башенных комплексах. Вполне возможно. Опять же, башенная культура распространена по всему Северному Кавказу. Опять же, она есть. Что? Инстаграм, да, я ладно, да, мовсаю, если. Ибраим, чуваланца? Да, да, или сауктир, ахч. Даже сиху, да, да, или ахтирам. Ибраим, хэшуемся? Ибраим, что с моим телеграммом? Со хэшуешен телеграм, чува? О, инзвон, дик хэшу. Ну, чува, YouTube, чува, да, юеч мои трансляции. Ну, мастерге $10 $2 gözri, no, der трафик даял, сундер отключится на Instagram. Сундер, чувак, балдыгич. Ибраим, а есть халаты, чонгуш хулиса? Согуш хулис? Ну, давайте здесь я чуть-чуть как бы постараемся довести его, как сажим не снова, вой трафик. $10 бяхмобил, вой сажимался. Сажимал спас. Ты даели, дохлчиш даели отсюда. Шейхат тардек. Заур дай ай камер бас микрофон. Заур вообще Москва, уходишь вот Ибраим Германия, шир хахайшу. А лидерич швег говорю, чувак, ваша вест кла, хазита хаму хазитиш нормально, зауром хаш вацар. Единичек штук, окко хватит. Подряд единицы стоят. Ибраим, сахар тардуйте, где YouTube тебя дала. Хахата, Ибраим. Интересно, это какое отношение имеет к нам? Мангуш, Кукуш, Халхай, или которые приписывают к монголам или кому-либо. Это нас не интересует в Ижре. Я не знаю, если ты просто интересуешься ради интереса, Сун Сахам, относится это или не относится, но к нам это точно, к нашей истории это не имеет никакого отношения. Вот. Если это или нет, это нужно у индусских исследователей спросить. Поверь мне, я тебя нисколько не оскорбляю, а задеть Ватсонсу. Но к нам это не имеет никакого отношения, Маша. Я так скажу тебе. И чем все обалдело, что. Асбия, бум самятуна, Инстаграм, чува. Ой, эфир, даться яхтер, сохраните, просто. Все обалдело. Статила. Все. Инстаграм сохранить. Дирерит ешь бош. Алшворсо. Ела нагасан. Был ты хаттер, Ибраим, ну его га хаттер. Нам-то зачем? Ты в прошлый раз, когда заходил, у тебя было то же самое. Нам... Телеграм, что ли? Ну, в Телеграме мы сейчас... У тебя Телеграмом проблема, Оша. А Телеграме... А в прошлый раз что сказать? Ибраим Гон, Германия, Оша, чувела, он может нормально. Адлан. Висткалан, Гурсаев, Адлан, Алязин, Ока. Висткалан, Оша. А нормально, Ялайзу. Ассаламу алейкум. Ва алейкум. Адлан, он нормально хази. Сунжо дикриши, алхамдулилlah, дикрез. Адлан нормально, все нормально, Заур. Это не у нас проблема, это у тебя проблема. О, нохчу гон, висткалу, что нохчу, висткали пара, тут все видно, все слышно. Это уже хорошо. Знаешь, у тебя, Заур, ты
не меня перезагружай, а себя перезагрузи. Точнее, имеется в виду свой телефон Бог дом, не себя в том плане. Из Бога. Да, маматла. Ага. Хорошо. Халата шишдыку. Хорошо. Дербен, ты дербен, олшевой дербен, олшло, и основание хакериоте, кевей, дицершка, хал тептерш, олкой, шир марвал. Тига ему и перш мо бехкан бу, таны юй. Да, Адлан. Он بدك ديسلا وينك даже وينك داري تسارش قص حابك إنه يوقعت أم بنسير بيرسيت كسارك أنت وقوي حنا خازوليت ونقوي شيء إذا даже يات ويازن تير حقيات تير إستوشيك تير خينا قوي تير ثاني بيرش ثاني ويتوان بني تيك كاتش سيجايو سيجايو خيرياس دي ويمي شو تري وقيل زات يفتر تاع تفترش даже ما سو طيب مشي ما دات وي سخنيتين يحاول تبترش ويدايبا قالت ويدي كنسديغي ديدا سوندق سووخ نو خدي كويتر اسشتي همش تبترش اشو وتر دادوخ اندوتخو ستار اشوالي تيجر دادو شنا تخديدا سرقовой года за несотрудничество с властями, статья Юбарк, матца бич, тареш. И статья Тёна, инструктор по фехтованию, офицер уж чуэлену, кого кол, девош, кра уж. Когда штадиц улазинц, сон инспоч антиду, эжи кедах. ده تيجا التابتر شخلة أولر ده ستويتر أولر استغطيت الخاطر إداري بنت بيرش первый бяхкана ويشير таптерша он дальше он был он дальше даже 1930-20 годы что револьт эрдахли ханюи дореволюционные. Цухена даже отсхена ин отметкш инзвей цацболчер олк имдилан байшоду шибайшоду кобайшоду байшоду эзершоду оле инца цутептерштяха сатхадей буи миш первый хajj цвахан ол тхадей 400 чем-то лет тому назад инструят цутептершсон инцей 400 лет хавец, в общем, это получается плюс-минус Хайестан, ну даже если 400 лет тому назад, это 17 век. В 17 веке ислам уже есть у нас, да, абсолютно полно. Нет, цакай таро. Цер эрдагли ханви халах 30-е годы. Цухена, оларбо первый хajj цван олта, там, дай буй 400 лет тому назад, тогда хajj цван, им дилан хajj цван. То есть получается в 16 веке он только в хадж поехал, ты имеешь в виду? Да. Шул халха им дилан хил ол. Ну да, если есть мечеть 9-10 века, как можно построить мечеть и не быть мусульманами, это абсурдно ума, да? Просто tagaz юль tagaz, лишь юля лишь адлан, он вообще хухр думал, что мирш бьюсь. Tagay هني هذا بصر بزاخ اللي بوس عخش يلوق أنا ناكد إيه هنا خير. إتاري مشوش. تاري شو أسهم بور داري بيني زك إبير مو بحكم بو أستحتك عدو السنتر داس دي سنين. شيء ده وقت تار حال شريوز دوي عربو شريوز إنسان حال تقوله حرك شو عران أحسن دوش شريوز نش بدوبار بتروغليف سنيل ويزيليوز ده يدوش أوه شركة شغلتيجا نو إيش تبعك سيدي خلا سيدي تعدي حنتيجا عمل ده مغازك عشان يعيش يات забрали. Но факт в том, что эти первые першмон бехканбук Хинцлер Ханюи, нынешнее время, посчитать,
инсонтха без хадис реха 2500 лет тому назад бехкан кептерштях. Из-за инсвайдицу одицаха Персидской империи царь историч Омаюи, Готтер Ширмаюи. Да, у ним есть чем гордиться, честно сказать. Да. В плане истории был дос. Первый цига и перш отсдали бенна и портовый город Олкоинс. И портовый город Схалю. Чеха ёшся, склады шунш. Сухая наха и первый перш Бахкара именно поселиться дар. Тут дубарцу и Но то, что они могли завоевать, не они построили, а могли завоевать, это вполне может быть. Нет. С войной они после только пошли. С войной они пошли, когда уже осели. Первый, как они осели. Табас. Основателями Дербента же не являются персы. Нохчи юртхелю и... И датас, но асболгуду и Дербенту основатель. Персшил бац бах. Нет, бах. Бац. Наоборот, да, основатель. И Цудер Мабайас, основатель. Иш Мабайцы. Бац, тига хилью, шелковый путь, тигр хахил хилью и гумет. Тигр перше, тигмуа бахкам был первый. Цере Камелца дочь, цере кварт табович махали за какие-то преступления. Да, провинность. Да, но ни один палачуй он не смел обезглавить шахских кровей. Виба оцахла, он не смел даже. И цуна хинца вой дукинц махкарвахкар оль, вьецевище махкарвахкаш. И как вольные поселения царя и шахских кровей вегаши семья царя вьецевище арвахше на войнах царя царь Бартбина хинц современным молодым молоди вольные поселения оли тюрьма. Ишт и вольные поселения тюрьма сын первый заселить бин буш по договору совет старейшин Олква хинц мадер хинцтич. Царца выселить бин хабу цуна охраню цель зо тюрьма вольное поселение охран махалицель и охран айцай асхвартки мандайсай хилуш кричанар хабу и халду элла юх шоллах мелла хан ялчултаха от охраны семьи шуи шейсалти дайсайца и охраны себиш хабахкан иш есть табаншина от охраны цан вахошит эл ишт юга разрешение концерт хабахкан вахошин ишт берзим будто первый раз персы там появились как тюрьма сан из ваймахкар вот серых лакей вольно ну, видишься, ни один палач шахских кровей не мог казнить. Ну, там, да. Ишт-Бяхан был первый раз поселились там персы, Ишт именно колонии поселения улицу называется. Колония поселения. Вот Ишт-Бяхан был бахтик. Но под эту марку уже разведать через 50, 100 лет, 200 лет уже баха хошен обычно воин хульшник дукривает и бить воин. Да. Благодарность их улкует. Первые там поселения, первые персы там появились именно колонии вольного поселения шахских кровей Бершбуи, которые на престол уже не тянут, но какие-то под разными преступлениями обезглавливать не имели права, не плачь. Иштабяхкан буэл. Это 90 отец Дина уж астюнхваттеркой. Ишт дубарц вот хадеда уйцу. Москва, юшун проблем. Москва, юшун проблем. Москва, проблем. Да. Москва, юшун проблем. Айса,
Хохеш Сахалар, Москва, Заура, Москва, Малой. Это из-за того, что в Москве. Это из-за Москвы. Представь, где Москва, связь почти яд. Значит. تيجا تقول دوكا يوش صحابي شغال تقوان شغالنا رادار شتاري глушил что уерцик связь. Вот оно что. Вот получается, глушил кшилдер. Я склонен себя. Нормальная связь. Вот причина. والله مالداي دالش تواو شو ينقص هنتي وش что يقص противовоздушные заставить у него что Москва вообще глохнет. Да, не спорю. Может быть. Ой. Рейса, хохешу, но через слово хэшу. Тут основание и Инца Марца хэш. Тебя не слышно. Заводи Башлам Айса. шун хазит ее швой. Сунам хазировач, сун хазса хачи хуяги, ودربنتيج خاطر دغير مواسري. Ибраим خاطر нагасан хила. Чуа Инстаграм, ой, Ютуб чуа хила. Сразу хадис слава нокчу. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Bizdeki kılma serilergi maşa doğru. Başlam hatta dersa. Ha. Do جوهر سيقعد كان بيتسوت نخر درق ويتا يقعد على دوتش تأخشش درق استحدو صورت تدو يني حين كورتبو حين صورت Солнцеги, да, и сур. Тоша. Дикачество عشان سوق تليجرام شو داتش قردر يوم تاكو Гурда цитям. Ой, эфир, да, моя реально гурду. وشمت استحوج إمام شمل ويتي ما تشوقصا صحيح تبعلا Ну, сегодня нам до Шемель Басая вот сон агелца вела видно памятник а Иллири теж мяч де русоцун. да Да. أسوأ هذا تليفون تأخذ خاطر ده بس نزابنا عصق بيشن Ha. إيه تولتي عاسوق مسجد كيبر إدري إمام شمل وت مكة هشتغل نوال نو سنخ رازني فيرس مكة وات مدينة تاعو مدينة تعبنيها مدينة ده مكة وات تشون كش تحتكر هنا الصع فيرسير تيجا كيشنش مودو هاي مدينة حاجة خلصة تيجا كيشنش دي ميال شوغة هينس даже довольно Хамза ти думаятсон да гештокс чина даже гун хайнаш са ночи шаш аслурду тамоин тега дабяхкинш неха عمري أبو بكري ديلسون صلى الله عليه وسلم بايخمر واتشن إقا أندوتشنا تيرنش يقول حدا أولين خبر بعندوش يدوي خاذا قيت شيرش يا عربواشي دا تعد حق يازين تيرس بيسكش حلق بنا تنخا إيه مش هذا وش تعات إيش تعهم يوش تعكيجي هنس ويا مو إذا يتن كبرشكوي مو هنس دخواتي سلكت يا بخيريوش تعت أوش دو تعد دخيتين بيات إيش همش داتي قاعد صندير دو قبولشان ساقر بودك ديشي تعت بيتشي تار هنيا دينار وري وجوري سلام تلش خينا دعوا وعليكم سلام أليري بوش سوريش تعت أو بيتشي صندير تعت بوشاتون ولا رازني دوت تعت بوشال إمكان تير وعوجا إمكان حشا حشوين ألا دو إذا غور مبرزنا دوت إذا أي وقت تجا وريز مجاكيتا موريمني الله أعلم الله حمدي بيخور داتي والله مو هلا نو ولا 100% استيجرا مدينتيرا ويدويش دو بيش سلطان بانكيسير
قيش بيشك أسخات تنشينا مثلا دير تيجا ولا وي تيجا دعوالنا وي لا تيجا شيخ شبري مدينة الشيخ ساتوش دينات تار ست يشيشات وهم ألشة ترجعها بالجوانش كيرش بوخ بوتش وكتير دو تروات حري يا زي دير داتري مثلا هوني عدين تعنوخش سلم كوبوي هوني عدين بايخمانت بحكي نوخش قوما بيلا بوست عدوش دوقي ويشاس يهم ما خاتين شخنا الشيخ هو حديث شنا обществою нахи ош обществою Йеменир Йеменир до сих пор больше арбу женщина я зина буш нохчи бациш нохчуай бациш нохчуай бацига язиш нахи бу албутига но совпадение худу нахи вайха масалла лизгинш ол вай qomах нахи ол تصير DNK وي DNK زداتين اتحتر تخولي DNK يلشي بيخور دات إيش وينش بويا بات نو سارني اللي تبوكناش سار إنوكشي كونش ليلوش دات تيجاح إتاريس конкретно يمينسكي عربي أديس كان خريصنا صلى الله عليه وسلم بايخ مردينا وشتونت نوكشي قاتش بوشتر شومانا بوخ وين سكرنا И вот Аллаху Аламсун дудат تعت بوشر وشاش أوديتي но تويلو نعم ما تشنيلو توكنا شخا كوي بنا سيل دياش تنسي دياش لا يكوي صوت عليلو شو بوشتك ويش أو распространенным, но и тягается нога ищ через этих же шейхов медите преподавателя, что царь действительно ищ Йеменир бу и тай принца дуеха тига Йеменя бу ищ Алла ишта цунбух карьер койр. Цундерис имам Шамилла деге тажим спорный теме из قول بس شجمو بس نتير باشلا إذني راح وات اسطنبول إرهار المدينة دافوكش هنا دافوكش الدرسوك إيش بلغل داخل أنجليشانش بات إيش بالنسبة لسارني أحبيبي أنت عندن غوش قوسن مش تقال но بعدك يوسف الخزيات صار هو كويس إنه والله عاريت أحكي تجور عاوي عقد عاوي لأنه أساس هوني Ну, вообще босс, галлер, то есть, сунцага, وي تمنا تيوصل دايش يا تون ده الشيء دقوا بالنوششن ويش سخلة تغنا هينس مثلا западной части аж بالنوش بوي ترى بيرو отказаться ديناسو ولا قولي وش تقول خبر دور نوش قام هلا كده دور مثلا ديلها قاري تغن سديت هينس دقوا بول حاجة ثانية خلبو مريج نايب شتون تأخيتين بول نايب شو صارخ يموت طريقة نقلي وش بيش بوي ترى توليروش بول قبل بيشتغل أحد نقش قام هلا كده وتيجدو عاد то есть уж пацифист желаю доксига язен. Но ицебизм был Гудуса не только западная часть, но и восточная часть его не сильно любила. Issa двоякие ситуации, юцундere вечер, цацбо функция, цана хазма хазня, и 100% дома лидвиц, вору вицумно. Дальше итана дал халгала чуза, мухавала войн. С точки зрения истории вайкона дух зидин долдери, баш виш, цевиш пеш был, дака ушта вайкоман سيتسا داي تهون داش ودايش تاخي تنستوان بينا ودايش عودوس بو الغاتشن داتش ال يكون تتلات رحام سون تسلوش بيشرب سوداء مصيك ترنا يوتسو خلو دقي كلاش مدار دي إز دو حزلا إز داتا دين شيناها ويلني يدقستان حتى عيني دو كلوغي دعمو واني داتا ولا دعوي جناق نو تار دعوي جناقز ذات دين شان نو ويا دا إنا خلبل إمام شي تاق وين الشقي إشيونا إش برجع بي ما بيني دا جزدات صديقي بي ما بيني دا شيء ويقام شيء جرجو مو أردو تايب تقم هنس شازدات صدا إش عد بتحقلت إبغش تاقا بي إش إرخ أخشيون دين ثبتني دا вот так цунце حاجوقون حياته اللي بيك خجو زنداكسكي последний имам Кавказа лошу из пример воин Кавказа
Нет, Имам последний Хорватии имам Сундат. Кавказа считает Алибек. Ага, не воин. Имам Кавказа, Аль-Хасимони. Я Последний... знаю. Нет, я тебе поясняю. Воин Аль-Язиль Дати, потому что он был предводителем. Воин – это обычно сопротивляющий, а он возглавлял. Он возглавлял, он не мог быть воином. И когда ему сказали, когда он сдавался, Цюнцани был на Шабеш Ирхуаки. Ну, боина, короче. Да, Газу Кобл Цундера, он считается последним имамом 1800. Хотя некоторые хотят назвать Узун Хаджи Вуй, Кывеш Вуй Ол, но в 1877 году именно Цюн его считают последним имамом именно в Чечне именно. Именно Алибек Хаджбуте Хари Албилга Вакна. Да. Из Замбор Гуду, Хенз Войнеш, Войнох Чихелерш, Мельчо Сдаться, Дичи Иштади Инвитинват, Ирх Охшула Бой Ушхула. А Иза, Вима Цамини, Даму Вигниз. Это Баши Шумат Мады. Нормально, пенсию мою уж дикая нерезом. Вот Цундел Байсон, так Цунделау. Вين دائم إسبقون ويكو وين خلر جودو ويتوه إسبالزوت وقنو تحكت ويقام تحكت تقوي هلك الدال شخينا. يشتغل دقي حد يندقز. Ну, да, هي رواتسو صدق حقي نقدر ده لا اشتقيسي حابة لهم عن ثلاث ونون دال شايفي لا عشتون Да, есть некоторые моменты политкорректности у нас в эфире, чтобы вы понимали. Это не по моей вине, он да, челадуш беш духбу, да, дикан ладуш беш бу, матту ладуш беш бу, не будем давать им почву для, как говорится, лишнего, чтобы то даться оли тархамат сундер ладлохой. Кирер даци. Просто Абеш был пойден Волха Шамел Бегаза, грубо говоря, за 12 лет у меня эта страница, грубо говоря, которую я веду. 14 тысяч постов, шайк историк отсюда хаешь 90%. Так, Шамел Аяк Чхайнад, Аяк Ешни, истории он даст цадер, хама, адик. Будем беречь. 14 лет и Юха, блог Юха. Едер. В 2013 году 14 лет, в 2013 уже 12 лет. دقهم تحقي نقطة نقطة جايهم كيف بدي تربي تعمل تقيه هم تعب ديروا ما شاء الله ما صوت بقدر قال شوي بدوخ وخصو اشتنا خان خلخل شو عديلا صاحولي بقلادي هنا صعدم ويهر ايش دم دوال صشاشية دويتا دقو بتوش دينيلوش دقة همانش أحسن اشتحي يشوش بلوكستيون دلقل دي أخمتك شدقة كري دلريز غلون والله وين اشتيونا قوي استوري قيطة بوختي خزبق الله خوش ديش والتق يوشش مو قيطة عناداج اشتحولي اشتحان يوخي غوطين خلوة الله غيرتون مثلني يهم اشتحا تعبوخ كان دوزي تاقودوش وقت اللي رزونا ده والله بكاس يتاني هر إبراهيمو أروى جيرما عشو وشورة أقوى سيوتاني دو حردينوش كادوين دا شادوت مرتاني التعيرة وشا تايبانز وانترو وشو تسون تسوى هايلين شي целый домен выкупить дзурдзукете ком ош тут еще мелдал и линч бейч историт эйдж страницы уже непосредственно целый домен так дзурдзукете ком ю башлам 3 девятки ком мою وشتوية انستغرامي قيل страничка رطوب يوتيوب مصنعات خاشي شو تول شو هداش تخشي دعوة الخلاحة لبوشنا وينوخشن خلق شتيجا تعم دور دوش تحين ديتغاش قهوة شموت خاشي دي слаться слά. Это он шлебру будет خاشي, но несмотря на это агризация дяш ворша мут خاشي. ده الموضوع الله ده اللي بيبعته الله ده هو يديك شنده نيش شنده بقدر شنده مصو وينوخشي قوما مصو بصو بنيغا أتو بيلا قيم شبه ماك شردو باش لعم ده رازغل يبدأ لنا تقصو آرول مصيري عدي كل عديك دالو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إبراهيم وي يوتيوب شو حقيقة حدايته وعليكم السلام.
Грузинам. Да, да, ну, грузины построили его, принадлежало им. Но они не только это говорят, они говорят, что и на тот период эти общества все принадлежали, были в подчинении грузинскому царю Тамару. Ну, Тамару они дали титул мужского Тамар аль царь из-за того, что они золотой век истории Грузии принадлежит именно в период царицы Тамары. Цундера изначально, хотя сегодня некоторые пытаются переделать, по моим данным, Хабаирды был основан, построен, и поскольку он построен на де юре, на тот период, на землях, подчиненных Грузии, я считаю, что Грузин. Хотя я могу ошибаться, Аллаху алям, ситуацию. Так, дикду, вежри, кенты, вая, Таганян, даду твою, уже 15 минут третьего улицы, а духташа, ойламазда, дезерду, хана, да, хаусердуй, там зажиматься, поддержка. И новый канал, хан, может быть, даже час, сансахтаном, تؤدي خردوه на эфире хаусердуй, Ибраим, анонса, сунада, когда есть чайный заранее, завтра сделаем, постараемся сделать эфир, хотя бы час. И там на кореяне укичек я думаю, интересный материал, особенно важный и по границам, по географии, долметига, и озвучить яшкани, и руин, шурмасарна, дейрейс, хил, ютуб чуабол, выжришна, Аллах дал, си, дуэл, дейрейс, хил, да, дуклах, дуэл, массарна, телеграм, чуабол, чарна, дейрейс, хил, гона, осталях, чера, даггара, болш, душуна, будиснак, езашка, солдолетит, да, са, дуэла, это было ويزعاني عدوشنا ويدعدوش دات ويزعاني عدو يستطيع خاطر هم خلاص يازن هذا يعني وجوات الحوصر دو قال اتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إبراهيم إيريس خيل да дуква ахуаль как всегда выручил поддержал связи дуква Не, что Ибраим, он дерез хвил. آمين 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 Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih PhD Lord from the Red School. Appreciate that, Dr. Amukwa.